Он достигает главного континента и своими усилиями укрощает силы Хаоса, чтобы создать герб, который дает ему сверхъестественные способности, а также титул дворянина. Несмотря на то, что у Тео был герб, он все еще оставался простолюдином, у которого не было ни территории, ни союзников, и он скитался по континенту, чтобы стать достаточно сильным, чтобы однажды спасти свой родной город Систинию. Однажды его судьба изменилась, когда он увидел, как группа вооруженных солдат преследует девочку. Будучи мужчиной из Сигмы, Тео не смог этого вынести и бросился ей на помощь, обвинив солдат в нападении на женщину. Он показал свой герб, чтобы заставить их отступить, но их предводитель не побоялся сразиться с безымянным дворянином и приказал своим людям напасть на него. Дом зачаровывает свой меч и доспехи, используя свой герб, а затем атакует солдат, быстро обезоруживая их. Он начинает сопротивляться, когда солдаты окружают его. Несмотря на это, ему удается заставить их убежать, и девочка впечатлена. Она представляется волшебницей по имени Силука и говорит Тео, что никогда не нуждалась в его помощи, потому что ее телохранитель Ирвин – сверхчеловек, который может использовать силу Хаоса. Она спрашивает Тео, откуда у него этот герб, и он отвечает, что создал его сам, чтобы спасти свою родину от Хаоса. Силука впечатлена и думает, что у него есть потенциал, но она также знает, что он настолько слаб, что сейчас не может управлять даже маленькой деревней. Поэтому она решает ускорить его обучение и вызывает двурукого демонического пса с помощью магии. Она говорит Тео победить его и поглотить его Хаос, чтобы сделать его герб сильнее. Он кричит, что у него даже нет страховки, но все равно достает меч, чтобы сразиться с демоном лицом к лицу. Он вслепую наносит удар демону, который хватает его меч и дергает его за собой, как будто это другой вид мяса. Демон отбрасывает его прочь, но как раз в тот момент, когда он собирается откусить ему голову, Тео каким-то образом пронзает его сердце и побеждает его. Он все еще дрожит, когда встает на ноги, а затем опускает руку в энергию Хаоса, высвобождающуюся из тела демона, чтобы поглотить ее. Сиука теребит свой эволюционировавший герб и говорит Тео, что теперь он силен как рыцарь и может заключить контракт с одним из них. Волшебник. Она не дает ему ни единого шанса отвергнуть ее ухаживание и немедленно присягнуть ему на верность как своему волшебнику. Тео считает, что заполучить симпатичного волшебника неплохая сделка, и тогда Сиука говорит ему, что теперь они готовы отправиться в бой. Дворянин, который ранее послал своих солдат атаковать Сиуку, получает сообщение о том, что рыцарь по имени Тео требует, чтобы он отдал свою землю и свой герб. Дворянин смеется, когда слышит, что незваных гостей всего трое, но когда они появляются, Силика говорит ему, что их достаточно, чтобы расправиться с ним. Придворный волшебник дворянина слышал о том, что Силика гений, и он переходит на ее сторону, потому что дворянин сломался. Соглашение, которое запрещает кому бы то ни было нападать на волшебников, которые еще не заключили контракт с лордом. Он заявляет, что дворянин будет лишен своего титула, как только новость достигнет ассоциации волшебников, и просит его немедленно передать свой герб и земли Тео. Этот придурок в ярости и решает взять дело в свои руки. Он нападает на Тео, но вместо этого его отталкивают, а когда он пытается встать, Ирвин уже стоит у него за спиной с ножом, приставленным к горлу. Аристократ мочится в штаны и отдает свой герб Тео, который поглощает его, следуя инструкциям Силуки. Ему жаль аристократа, которого он только что выгнал из своего дома, и Силева говорит ему радоваться, так как теперь он владелец этой территории. Он беспокоится о реакции других дворян, но старый волшебник добровольно соглашается заключить с ним контракт на переговоры с соседями. Затем Силука объясняет Тео текущую политическую ситуацию на континенте. На континенте идет долгая и ожесточенная война между двумя группировками, которые называются Альянс и Уния. Однажды их лидерам наконец надоело кровопролитие, и они решили прекратить войну путем дипломатического брака между своими детьми, чтобы они могли объединить свои гербы и создать имперский герб. Герб, который положит конец эпохи Хаоса раз и навсегда. Все были рады принять участие в этой исторической свадьбе, и Силука тоже была гостьей. Однако, когда жених и невеста шли по проходу, она заметила, что у алтаря творится хаос. Она бросилась к проходу и остановила пару, а затем бросилась на сцену, чтобы рассеять хаос. Прежде чем она успела что-либо предпринять, Ирвин, который в то время был телохранителем невесты, задержал ее, и к тому времени, когда она начала объяснять, что она делает, было уже слишком поздно. Хаос сосредоточился в одной точке, и церковь внезапно стала темнее, чем мое будущее, и из тьмы появился повелитель демонов. Повелитель демонов заточил лидеров двух фракций в тюрьму, и они использовали силу своих гербов, чтобы сразиться со своим заклятым врагом. Объединенная сила их гербов ничего не смогла сделать против повелительницы демонов, которая убила их всего одним ударом своего меча. Трагическая смерть двух лидеров разрушила браки их детей, и две группы снова стали врагами. С момента той трагедии прошло всего несколько месяцев, и Силика направлялась на встречу с Луноблом, который подписал с ней контракт. В сопровождении Ирвина, который решил посвятить себя, он сам пришел к ней, чтобы искупить свои ошибки на свадьбе. Именно тогда солдат попытался напасть на нее, и Тео пришел ей на помощь. Затем она сообщила ему, что большинство дворян в этом районе принадлежат к Альянсу, но она хочет, чтобы он присоединился к Союзу, потому что таким образом он сможет закрепить свои завоевания. У Тео начинается мигрень, так как он не может понять ее планов, но Сиука уверяет его, что
что все будет хорошо, потому что она рядом, на его стороне. Сиука понимает, что Тия не создана для того, чтобы быть правительницей, и берет официальные обязанности в свои руки. Она узнает, что все соседние лорды присматриваются к их территории, полагая, что свергнуть нового лорда не составит труда. Она разрешает Ирвину патрулировать границы и решает призвать демона-кота, который поможет ей передать послание ее подруге Ахилле. Вскоре после этого Тео наносит ей визит, чтобы спросить, с какой целью она пытается помочь ему. Силига отвечает, что устала от дворян, которые только жаждут власти и позволяют людям страдать из-за своей жадности. Она утверждает, что является большой поклонницей легендарного героя Леона, который был послан, чтобы восстановить порядок в мире, охваченном хаосом. Силика верит, что Тео обладает теми же качествами и идеалами, что и легендарный герой, поэтому она решила служить ему. Что касается ее, то она просто хочет получить шанс доказать свои способности без того, чтобы высокомерные дворяне ограничивали ее на каждом шагу. Несколько дней спустя амбициозный дворянин направляется к замку Тео со своей армией, и Силива говорит ему, что ему даже не нужно сражаться, потому что ее друг это уже здесь. Они выходят на улицу, чтобы поприветствовать Ацелу, которая когда-то была Силикой старшей в Академии магии, но провалила экзамены и теперь служит наемником-сверхчеловеком. А Шейла действительно рада видеть свою подругу, но когда она узнает, что у лорда, которому она решила следовать, нет ничего, кроме высоких идеалов, она чувствует жалость к ней. После этого Селука, Ахилла и Ирвин стоят на передовой, когда начинается битва, в то время как Тева просто стоит у ворот. Все они бегут вперед, чтобы встретить нападающих лицом к лицу. Сиука заманивает нескольких солдат в ловушку между каменными стенами, а затем Пикачу выбивает из них все дерьмо, призывая молнию. Внезапно волшебник вражеской знати нападает на нее сзади. Стилука каким-то образом отошла в сторону, чтобы избежать критического удара, и когда она смотрит на волшебника, который отменяет свое заклинание невидимости, она обнаруживает, что он один из ее старших учеников в Академии. Он планирует взять ее в заложницы, чтобы быстро закончить битву, но Селука не желает сдаваться и вступает с ним в ближний бой. Они оба быстро выматываются, и тогда Тео прибег на помощь Селуке, потому что она здесь в невыгодном положении. Он заявляет, что это была его битва за первое место, и нападает на вражеского волшебника. Тео удается загнать его в угол и ранить, но волшебник не готов сдаваться и бросается на него со всей оставшейся силой. С другой стороны, Ахилла может надрать врагу задницу благодаря своим толстым бедрам. Однако предводитель вражеских солдат намеренно держится от нее на расстоянии, чтобы потянуть время. Ахилла понимает его хитрость и решает напасть на него первой. Вместо того, чтобы просто убить его, она подкарауливает его и целует, прежде чем попытаться задушить. Я не говорю, что ревную, но счастливый ублюдок не хочет умирать, пока мамочка душит его, поэтому он хватает ее и приказывает своим солдатам проткнуть ее насквозь. Проходя сквозь него, Эшелла бросает его и защищается от солдат, давая мальчику достаточно времени, чтобы убежать от нее. Похоже, она прониклась к нему симпатией и кричит, чтобы он встретился с ней после окончания битвы. Недалеко от нее Ирвин столкнулся с наемниками, нанятыми вражеским дворянином. Он быстро расправляется с ними, используя свои навыки убийцы. Но лидер наемников использует свою особую способность и превращается в человека из стали. Ирвин не может повредить свою толстую кожу, поэтому он продолжает уклоняться от атак, пока не видит окно, которое может ударить его по глазам. Вражеский дворянин решает встретиться с Ирвином лицом к лицу, но прежде чем он успевает атаковать, появляется Тео с вражеским волшебником, который был схвачен. Дворянин оглядывается по сторонам, а затем начинает смеяться как сумасшедший, прежде чем сдаться. Затем он добровольно соглашается стать подчиненным Тео, потому что понял, что общение с таким настоящим крутым парнем, как он, послужит ему лучше, чем что-либо другое. Тео принимает благородного Ласика как своего подчиненного и получает его герб, а взамен он дарует Ласику герб подчиненного. Вскоре после этого жрица из церкви приходит навестить Тео. Отношения между церковью и волшебниками такие же, как между республиканцами и демократами, и Салука ненавидит их так сильно, что даже не открывает дверь для жрицы. Однако Тео уверен, что священники часто исцеляют нуждающихся людей, поэтому он хочет по крайней мере выслушать гостей. Он открывает двери к большому разочарованию Салуки. И девушка с розовыми волосами представляется как жрица Присцилла и обещает сделать все возможное, чтобы поддержать его в своей битве с хаосом. Тем временем завоевание региона Тео проходит гладко благодаря помощи Ласика и его волшебника. Ласик планирует расширить свои территории еще больше, но Сиука говорит ему, что Тео это не интересует, потому что он хочет освободить свою родину от тирании правящей там знати. У нее уже готов подробный план на этот счет, но прямо сейчас она считает, что ему следует выбрать фамилию первого числа. Сливка предполагает, что Тео выбрал фамилию Корнера в честь знаменитого героя с его родины, которого предала семья нынешнего правящего там дворянина. Ему нравится эта идея, и тогда Силика начинает работать над своим планом. Она заставляет Тео выйти из профсоюза и присоединиться к Альянсу. Но старый волшебник рассказывает ей о слухах, что Тео всего лишь номинальный глава, в то время как Сиука единственная, кто управляет регионом.
Легионом. Она чувствует себя виноватой из-за того, что украла гром у своего повелителя и идет извиняться. Но Ирвин прерывает их встречу, чтобы сообщить им, что в городе произошла катастрофа хаоса. Они спешат в город, где внезапно загорелось здание. Пока Сиука лечит раненых, Тия бросается вперед, чтобы потушить пожар. Но внезапно Сиука ощущает ту же леденящую ауру, которую она ощущала до прибытия повелителя демонов в день великой свадебной трагедии. Огненный шар принимает форму демона, и Тео безрассудно бросается на него. Огненный демон невосприимчив к физическим атакам, и Тео становится подавленным, поэтому Сиука просит Шилу привлечь внимание демона, пока она готовится победить его. Она использует мощное заклинание, чтобы атаковать демона водомета, и он контратакует своим огненным дыханием. Тем не менее, атака Луки побеждает, и она окружает демона водной сферой. Но это было худшее решение, которое она могла принять, потому что после смерти демон внезапно взрывается и повсюду разлетаются обломки. Силика думает, что с ней покончено, но в последний момент появляется Тео и прикрывает ее от летящих обломков. Она теряет сознание и просыпается на следующее утро рядом с Эшелой. Как только она узнает, что Тео все еще борется с последствиями взрыва, она бросается к нему, но обнаруживает, что его травмы более серьезны, чем у нее. Итак, Лупа оказывает ему первую помощь в знак благодарности за то, что он защитил ее. Она рассказывает, что старший волшебник отчитал ее за то, что она навязала ему свои планы, но Тео благодарен ей за все, что она делает, и говорит, что именно она показала ему, как правильно поступать. Вскоре король региона объявляет войну Тео из-за его растущей силы, и Селевк советует ему собрать всех независимых дворян региона под свои знамена, чтобы дать отпор. Приближается день войны, а Чете не получил никакого ответа от знати, и с ним только его старые союзники. Ночью люди, которых он недавно спас от огненного демона, приходят к нему на помощь и заявляют, что готовы сражаться и умереть за своего повелителя. Тео испытывает противоречивые чувства, позволяя им сражаться, но Селига говорит ему, что он должен уважать желания своего народа. Тео принимает ее слова и использует свой герб, чтобы создать голографический флаг в небе, призывая своих людей сражаться вместе с ним. Флаг падает на его союзников, и у них на груди выгравирован его знак, означающий, что они находятся под защитой и благословением своего Господа. Война начинается на следующий день, а армия Тео по-прежнему значительно превосходит силы короля численностью. Он храбро ведет их за собой, и каждый использует свои навыки, чтобы стереть вражескую армию в порошок. Король решает отправить свои резервные силы на фронт, видя, что его армию оттесняют назад, но затем внезапно на поле боя появляются независимые лорды, чтобы помочь Тео. Они окружают короля и нападают на него со всех сторон, вынуждая его убегать. Сиука передает сообщение Тео, и тот приказывает своим войскам добить оставшихся вражеских солдат. Благодаря этому битва выиграна. После этого Сиука посещает леди Марион, лидера Альянса и невесту трагической свадьбы, чтобы поговорить о принятии Тео в Альянс. Мэриан слышала о том, что Тео завоевал Южный регион, и она просит Селука дать ей немного времени подумать об этом. Она считает, что иметь Тео и Сиуку на своей стороне будет хорошо, но ее придворный волшебник Абест, который также является приемным отцом Сиуки, советует ей против этого, потому что он не доверяет людям, которые так легко переходят на другую сторону в политике. Марион утверждает, что ей, возможно, придется начать войну против Тео, и спрашивает, готов ли он позволить своей дочери умереть, но он не возражает против этого. Он говорит Дилуке, что ее просьба позволить Тео присоединиться к Альянсу отклонена, и советует ей попросить своего лорда отказаться от его титула и убегай. Сиука в ярости от его ответа, но вставая, она уверенно говорит ему и Мэриан, что скоро они встретятся на поле боя. Она немедленно направляется к Эрлу Вилли, могущественному дворянину Союза и двоюродному брату Марин, в качестве своего плана Б, но он отказывается даже встретиться ее, потому что он тот самый похотливый лорд, с которым у нее должен был быть контракт, но она бросила его ради другого хозяина. Он просит своего придворного волшебника передать Селевке, что он не планирует вступать в союз с Тео, потому что в этом нет его заслуги. Силика возвращается с пустыми руками и сообщает Тео и другим, что Мариан и свергнутый король скоро нападут на них, и ее армия будет уничтожена. Примерно в 5 раз больше, чем у них. Тео заявляет, что даже если они проиграют, они устроят им адский бой, и его союзники готовы следовать за ним до конца. Вскоре силы Альянса прибудут в их замок, а наемники под командованием Эшеллы не смогли нанести им никакого урона. Рыцари Альянса используют свои плазменные арбалеты, чтобы разрушить стену замка, и Ашила бросается на него в ближнем бою. Она убивает нескольких рыцарей, отражая их плазменные стрелы, но когда она отступает, одна стрела попадает ей в критическое место. Селия слышит вздох своей подруги и плачет, так как верит, что Ахилла умрет, но жрица Присцилла прибывает туда, чтобы вернуть ее с порога смерти. Пока она залечивает свои раны, Сулука выбегает наружу, чтобы помочь своим солдатам. Тия уже держит ситуацию под контролем, и когда рыцари Альянса ломают ворота и входят в замок, он приказывает закрыть второстепенные ворота, прежде чем атаковать рыцарей со всех сторон. Видя, что они окружены, рыцари отступают, но затем Тео получает плохие новости о смерти одного из его верных союзников. Он узнает, что даже Ласик потерпел поражение, отступает, но это было лишь частью его плана заманить бывшего короля и его солдат на узкую горную тропу. Чтобы они могли, он может побеждать врагов одного за другим. Король запаниковал, так как Ласк продолжает убивать его солдат, и приказывает
приказал им отступить, но Ирвин и другие наемники захватили контроль над полем боя, вынудив короля оставаться на месте. Он решает встретиться лицом к лицу с Ласиком, и они вступают в классическую схватку на мечах. Каттон отбрасывает Ласика назад, но он контратакует и ломает один из своих мечей. Они бросаются друг на друга со всей силы, чтобы нанести завершающий удар, и Ласик выходит победителем, убив бывшего короля. Он возвращается в замок с войсками, которые он взял в плен, и Тео поздравляет его с победой, прежде чем сказать ему, чтобы он тоже принял командование новыми войсками. Он знает, что они могут выиграть несколько сражений, но выиграть войну невозможно, и их следующая стратегия – вести переговоры с армией. Силам Альянса следует отступить. Стилика объясняет детали, говоря, что единственное, что убедит Альянс отступить, это то, что воры откажутся от своего титула и покинут страну. Они уже согласились это сделать, и именно поэтому Ласик, убивший бывшего короля, станет следующим лидером Южного региона. Ласику не нравится идея, что Тео придется отдать все, но он отвечает, что у него все равно останется его репутация и Сулука к тому времени на его стороне, так что он может вернуться в любое время, когда захочет. Однако, когда Сулука отправляется на переговоры об окончании войны, ее мудак-папаша говорит, что они не отступят, пока не получат голову Тео. Она возвращается и сообщает всем об условиях, и все отказываются приносить Тео в жертву. В то же время Албест сообщает Мэриан и рыцарям, что Тео предложил условия мирной капитуляции, но они отказались. Рыцари считают, что это было правильное решение, и они хотят победить Тео и его армию, чтобы сохранить свое лицо. Марион считает, что граф Виллер может напасть на них сзади, если они выставят слишком много своих солдат на передовую. Но рыцари уверены, что он не нападет на них с тех пор, как он отказался помочь Силуке ранее. Она велит рыцарям поступать так, как им заблагорассудится, и на следующий день большая часть ее войск атаковала замок Тео, в то время как она осталась только со 100 стражниками. Именно этого момента ждал Вилар, и его солдаты напали на Марион, когда ее меньше всего охраняли. Товарищи по Альянсу немедленно отступают, чтобы защитить свою леди, а Салука так счастлива, что они в безопасности, что не может удержаться от охоты на Тео. Все наслаждаются вкусом своей победы, а позже они узнают, что Ацела выжила благодаря исцелению Присциллы. Позже Тия проводит собрание, чтобы рассказать всем, что союзники по Альянсу отступили навсегда, понеся слишком много потерь, и теперь они могут расслабиться. Стилипик говорит ему, что они должны поблагодарить за это Виллу, но он не является их союзником ни при каких обстоятельствах, и им, возможно, придется сражаться он следующий. Заговори о дьяволе, и Вилар появится на собрании вместе со своим придворным волшебником. Он приветствует Тео, который благодарит его за помощь, а Вилар говорит ему не обращать на это внимания, так как он давно хотел отомстить Марион. Силука также извиняется перед ним за то, что разорвала свой контракт с ним раньше, но он отвечает, что она должна вернуться к нему сейчас, а я забуду все, что произошло в прошлом. Он советует Тео стать королем Юга и предлагает стать его союзником. В то время как Лассик и другие болеют за Тео, он отказывается принять предложение Вилара, потому что это означало бы отпустить Салуку. Он предлагает отдать ему все эти титулы и герб и стать его рыцарем, чтобы его девушка все еще была рядом с ним. Виллер думает о нем как о простаке, но его волшебник говорит ему принять его как подчиненного, потому что это было бы выгодно для него. Виллер принимает Тео как своего рыцаря и говорит ему и Салуке поскорее переехать в его замок. Он уезжает, а затем Тео передает свою территорию и армию Лассеку, который обещает оставаться верным ему и приходить на помощь всякий раз, когда он в этом нуждается. Присцилла тоже хочет последовать примеру Тео, но он говорит ей спросить об этом Виллу, потому что теперь он босс. Пока они все говорят о будущем, Силука краснеет, понимая, что влюбляется в Тео. Подай на него в суд. Они добираются до замка Виллы, где он назначает Тео своим охранником, в то время как Сиука отправляется на встречу с волшебниками, служащими под его началом. После того, как они заканчивают со знакомствами, рыжеволосая волшебница говорит Силуке, что сегодня вечером она собирается посетить вечеринку в честь принца иностранного государства. Ночью Тео также присоединяется к вечеринке, чтобы поприветствовать принца Милзу, и у него встает всякий раз, когда он слышит, как кто-то говорит об амбициях. Он слышал о том, что Тео отказался от своего звания и земли ради одного волшебника, и он открыто проявляет к нему неуважение. Но когда он слышит, что Лассек, который в настоящее время является правящей Южным регионом, он всего лишь занимает должность короля. И в отсутствие Тео он немного меняет свое мнение. Позже Тео прибирается в библиотеке, пока Силик читает ему историю о ведьмах, которые обладают способностью вызывать духов и демонов. Силик объясняет, что ведьмы отличаются от волшебников, и тех, кто связан с миром демонов, называют черными ведьмами, в то время как их противоположности называются белыми ведьмами. Вместе с ними она рассказывает Тео о сверхлюдях, которые мутировали в бессмертных вампиров и бесконечно регенерирующих оборотнях, которые сражались против повелителя демонов в прошлом. Услышав о стольких могущественных людях, Тео начинает ныть о том, насколько бессильны люди на его родине. Поскольку Сиука говорит ему, что он обязательно спасет его однажды, их вызывает Вилар,
который знакомит их с Зельмой, старшей из белых ведьм. Вилар приказывает Тео и Сиуке отправиться в лес Вечной Тьмы и встретиться с оборотнями, которые внезапно покинули свои дома. Замла объясняет, что лес – это территория вампиров, и, похоже, между ними и оборотнями существует вражда. Они сразу же отправляются в лес, где встречают группу враждебно настроенных оборотней, которые отказываются говорить с ними о том, что произошло. Внезапно на место происшествия прибывает говорящий злодей, сообщает оборотням, что Тео – гость короля вампиров, и просит их пропустить его. Оборотни в ярости на короля вампиров и требуют вернуть им их королеву и ее дочерей, но летучая мышь игнорирует их и улетает прочь. Тия следует этому правилу и обещает оборотням, что сделает все возможное, чтобы помочь им всем, чем сможет. Вскоре они добираются до замка короля вампиров, где он рассказывает, что черная ведьма по имени Яна похитила королеву оборотней. Он не планирует вмешиваться в их битву и заявляет, что больше не является союзником ни оборотней, ни знати. Король вампиров заявляет, что все дворяне, носящие герб, теперь являются его врагами, и он хочет погрузить мир в хаос, с которым он когда-то боролся. Он утверждает, что если дворяне объединятся и создадут печать императора, они навсегда изгонят хаос, а сверхлюди потеряют свои силы. Король вампиров станет обычным человеком, а он этого не хочет. Стилика считает, что именно он был ответственен за то, что выпустил короля демонов на волю во время свадебной трагедии, но ее слова не так подействовали на короля вампиров. Тео готов сразиться с ним, но вампиру это не интересно, и он уходит, но не раньше, чем расскажет им о местонахождении королевы оборотней. Тео и Сулука спешат в район, где королева оборотней сражается с черной ведьмой Яной, чтобы защитить своих дочерей. Ведьма хочет убить королеву и использовать ее в качестве жертвы, чтобы вызвать повелителя демонов, и она на грани того, чтобы это сделать. К счастью, Тео прибывает туда, прежде чем она успевает прикончить королеву, и противостоит ведьме, которая в ярости от осознания того, что король вампиров бросил ее на произвол судьбы. Сражайся с ними в одиночку. Она считает, что они ей не равня, и посылает своих горгулей сражаться с ними. Сиука использует магию молнии, но этого недостаточно, чтобы остановить приближение горгулей. Тео побеждает того, кто напал на него, а затем немедленно отправляется спасать Сиуку. Тем временем Ианна готовит свою последнюю атаку и направляет свой заряженный Нимбус 3000 в сторону Тео. Сиупа пытается заблокировать его своим магическим барьером, но атака проходит сквозь него, и Тео едва успевает защититься. Он использует свой герб, чтобы зачаровать свой меч и отразить атаку, в результате чего тот попадает в крышу. Оборотень Хинин видит этот шанс и нападает на Яну после трансформации, но это был всего лишь подвиг, а ее истинной целью было освободить своих плененных дочерей. Ведьма нападает на них, на виноградные лозы, и даже призывает горгулей на подмогу, но королева быстро расправляется с ними, прежде чем напасть она. Жанна пытается сбежать, используя свою метлу, и она нападает на королеву оборотней, чтобы остановить ее, которая все же умудряется оставить глубокие царапины на ее ногах, и Тео подхватывает ее, когда она падает. Дочери королевы тоже трансформировались, чтобы сражаться с ведьмой, но она уклоняется от них, а также от атак Селуки и убегает через дыру в потолке. Девочки немедленно бросаются к своей матери, но она получила слишком много повреждений, чтобы выжить. Она просит Тео вывести ее дочерей на улицу, а затем быстро умирает. Тео выполняет свое обещание и забирает его обратно в клан вместе с ее мертвым телом. Оборотни устраивают похороны своей королевы, чье тело превращается в энергию хаоса и рассеивается среди ее детей. Новый лидер оборотней благодарит Тео за спасение его сестер и возвращение тела матери и клянется ему в верности. Затем Тео берет на себя управление замком короля вампиров и беседует с Селукой о том, как сотрудничество с жителями леса пойдет им на пользу. Однако он осознал, насколько он слаб после схватки с черной ведьмой, и заявляет, что должен стать сильнее любой ценой. Силика обещает расти вместе с ним, и вскоре это сделают Ирвин и сестры-близнецы-оборотни, которые теперь стали служанками Тео. Вскоре после этого Вилла получает приглашение на ежегодное собрание Союза дворян. Он не хочет идти, но у него нет выбора, и его рыжеволосая волшебница Маргарет уверяет его, что все будут хвалить его за недавнюю битву с Марион. Вилла не так уж в этом уверен, так как бывшему жениху Мэриан это не понравится, и он меняет неудобную тему, заговорив о дне рождения Маргарет. Она обижается, когда он спрашивает ее об этом, и выходит из своей комнаты. Силука и другие волшебники видят ее, и она понимает, что происходит. Очевидно, Вильяр научился искусству свидания у самого Леонардо Ди Каприо, и он отпускает всех своих девочек-волшебниц, когда им исполняется 25 лет. Маргарет не хочет расставаться со вздохом, потому что любит его, так что Сиука отправляется поговорить с Виллой от ее имени. Он считает, что было бы нехорошо, если бы Маргарет осталась с ним навсегда, поскольку у нее должна быть свобода создать семью и жить своей жизнью. Вилла приказывает Сиуке подготовиться к празднованию дня рождения, а затем переходит к теме ежегодного собрания профсоюза. Он говорит Салуке, что она будет сопровождать его вместе с Тео и Лассиком. Он объясняет, что Вискаль Россини, правитель родного города Тео, тоже будет присутствовать на встрече, поэтому он хочет, чтобы они встретились там лицом к лицу. Скоро состоится вечеринка по случаю 25-летия Маргарет, и она выглядит немного грустно из-за того, что скоро уйдет на пенсию. Она на мгновение забывает об этом, страстно танцуя с Виллой, но когда
когда танец заканчивается, ее настроение снова портится. Пока Маргарет и Вилла беседуют с гостями, Тео и Салука рассказывают о том, как им тяжело вместе. Затем Тео тащит Салуку на танцпол, вдохновленный только что увиденным выступлением, но он даже не знает, как танцевать, и поэтому Луке приходится учить его прямо там, а потом. Позже принц Милза подошел к нему и назвал его великим клоуном. Тео сказал, что он воспримет как комплимент то, что он смог развлечь принца, которому не понравился его ответ. Он позвал его на улицу и вызвал на шутливую дуэль. Милза атакует Тео со свирепой силой, но тот продолжает блокировать его атаки. Милза называет его трусом, которому не хватает смелости нанести ответный удар, но он застигнут врасплох, когда Тео контратакует. Этого недостаточно, чтобы вывести опытного принца из игры, и он сбивает Тео с ног, прежде чем сказать ему отказаться от своей оборонительной позиции. Он утверждает, что глупые дворяне вроде него являются причиной того, что эпоха хаоса затягивается, и заявляет, что каждый должен быть полон амбиций, чтобы добиться успеха. Убей их врага и стань императором. Тия отвергает его образ жизни, и Милза приходит в ярость, но он уходит, прежде чем сказать мальчику, что его действия будут стоить ему жизни и его союзников в будущем. Сайла оказывается рядом, чтобы эмоционально поддержать Тео, и говорит ему, что он должен честно следовать своему пути. И она будет поддерживать его независимо от того, какой выбор он сделает. Скоро наступит время отправляться на собрание Союза, но у Виллы и его союзников также есть планы по завоеванию территорий, которые находятся рядом. Между ними и местом встречи во время их путешествия. Они добираются до соседнего королевства, где некоторые дворяне переходят на их сторону, в то время как другие остаются на стороне своего короля. Ласик возглавляет армию, и Сулука просит его позволить Тео позаботиться об одном из выдающихся независимых дворян, в то время как Милза уходит одна, чтобы победить правых короля. Подручный. Он врывается прямо во вражеский замок и приказывает дворянину и его людям отдать ему свои гербы и земли. Он дает им 3 дня на то, чтобы собрать вещи, уехать, и обещает убить любого, кто задержится дольше этого срока. Дворянин смеется над ним, думая, что он сумасшедший, и приказывает своим людям убить его. Мильза окружен врагами, и когда дворянин нападает на него, он легко обезоруживает его и убивает, прежде чем тот успевает попросить пощады. Остальные дворяне нападают на него, но Мильза быстро справляется с ними и впитывает их энергию хаоса в свой герб. Он оставляет одного свидетеля и говорит ему тихо передать землю, когда Ласси придет сюда. Возвращаясь в лагерь, он задается вопросом, как Тео поступит с доверенным ему дворянином. С другой стороны, Тео вступил на территорию дворянина, с которым он должен сражаться, после долгого обсуждения с Селевкой их наилучшего хода. Все в городе слышали о его победе над рыцарями Альянса, и они следуют за ним, когда он отправляется на встречу с благородным Лавином. Лавин говорит ему, что не собирается сдаваться силам Союза, и просит его отступить. Тео говорит ему, что даже если он вернется с пустыми руками, Ласик и его армия вскоре начнут штурм этого города и возьмут его силой. Он просит Левина сразиться с ним за пределами замка, чтобы его люди не попали под перекрестный огонь. Будучи мудрым и компетентным правителем, Левин соглашается на предложение Тео, потому что он никак не может помешать тому, чтобы его территория перешла к силам Союза. Его люди не хотят, чтобы он сражался в одиночку, и они убеждают его, что последуют за ним, куда бы он ни пошел. Они были тронуты их преданностью и сказали Ладвину, что он должен ценить своих людей больше, чем верность Альянсу. Он немного подумал об этом, а затем решил перейти на другую сторону и присоединиться к Союзу, чтобы продолжать руководить своим народом. Он также открыто восхищается Тео, говоря, что он человек с великими идеалами и что каждый дворянин должен быть больше похож на него. Ладвин клянется в верности Тео, обещая быть на его стороне, когда он в конце концов вернет свой титул и земли. В городе вывешивают флаги Союза рядом со своими собственными, а Салука восклицает, что Тео превзошел ее ожидания, заставив Ладвина сдаться слишком быстро. На главном поле битвы Лассик побеждает короля страны, и новость достигает Вильяра. Он счастлив, что они победили без особых потерь, благодаря Тео и Милзе, которые в одиночку справились с их битвами. Вскоре после этого они приезжают на ежегодное собрание Союза дворян, и Тео чувствует себя там не в своей тарелке. Дворяне разделены на фракции, и некоторые из них приветствуют Виллу как героя за завоевание королевств, в то время как другие отмечают, что это нанесло ущерб миру на континенте. Вскоре после этого на вечеринку прибывает Алексис, лидер профсоюза и жених на трагической свадьбе. Это всего лишь красавчик, но его внешности достаточно, чтобы привлечь внимание всех девушек, даже не прилагая усилий. Он приветствует Виллера, благодарит Салуку за спасение его жизни во время свадебной трагедии, а затем переключает все свое внимание на Тео, утверждая, что он большой поклонник его достижений. После этого Вилар ведет Тео на встречу с Россини, нынешним правителем его родины, который предупреждает его не возвращаться на остров, если он дорожит своей жизнью. Позже ночью, когда Тео отдыхает в своей комнате, Алексис приходит поговорить с ним наедине. Он озадачен тем, что лидер профсоюза пришел повидаться с таким ничтожеством, как он, но он отвечает, что уважает его. Алексис слышал, как Тия поднялась с улицы и стала правительницей Юга, но он отказался от всего этого ради своей девочки. Он плачет, говоря, что тоже очень любит Мэриан и готов отказаться от своего титула и земель, чтобы быть с ней, но она этого не сделает. Отойди с ее пути. Алекс заявил, что хочет, чтобы дворяне по всему континенту объединились и мирным путем выковали императорский герб, который сможет навсегда изгнать хаос из мира. Тео тронут его словами и обещает сделать все возможное, чтобы осуществить его мечты и помочь ему воссоединиться с Мэриан. Алексис благодарит его и просит перед отъездом
можем найти счастье с Сиукой. Когда он собирается сесть в свой экипаж, Эрвин понимает, что на них напали, и предупреждает всех. Сиу блокирует несколько стрел своей магической стеной, прежде чем нападающие нападут на Алексиса. Близнецы-оборотни превращаются и уничтожают нападающих одного за другим, в то время как Тео и другие охранники также сдерживают их. Когда один из нападавших падает, Тео замечает метку Россини на его голове и замечает, что теперь он не более чем марионетка. Он понимает, что нападавшие охотятся не за Алексом, а за ним, и он борется за свою жизнь. Итак, Лука вот-вот получит удар ножом от врага, но кошка-демон, прячущаяся в ее тени, выходит, чтобы спасти ее. Когда со всеми нападавшими покончено, Ирвин докладывает Сиелуке, что пока он расправлялся с вражескими снайперами, он сражался с наемным убийцей, которому удалось ускользнуть от него. Вскоре после этого Алексис уходит, все еще виня себя в покушении на убийство. Тео знает, что он был настоящей целью, а Селевка замечает, что поскольку Алексис был замешан в этом, дни России не сочтены. Она верит, что его по крайней мере выгонят из профсоюза, и у них скоро появится шанс сделать свой ход. На следующий день Тео сообщает Вилле о покушении на убийство и о том, что Алексис все еще влюблен в Мэриан. Он рад услышать о втором событии и рассказывает историю о том, как Алексис и Мэриан полюбили друг друга. Они учились в академии и однажды встретились, когда Алексис восхищалась красотой камней на дороге. В тот момент, когда он увидел Мэриан, он влюбился в нее так сильно, что заново открыл для себя силу притяжения. Он отправил ей сотни любовных писем и создал прекрасный дизайн из роз в ее саду, прежде чем она наконец начала уделять ему немного внимания. Чтобы отблагодарить его, Марион отправилась на бал-маскарад, где какой-то случайный парень попытался дотронуться до нее. Когда она столкнулась с ним лицом к лицу, он стал агрессивным, а когда Алексис пришел защитить свою девушку, он был нокаутирован одним ударом. Марион была тронута его жестом и отвела его в свою комнату, где они узнали, что принадлежат к враждебным семьям. Зная, что у них нет никакой возможности быть вместе, они поцеловались, прежде чем Марион навсегда ушла из его жизни. Из-за этого она долгое время пребывала в депрессии, и ее слуги отвели ее к Алексис, которая учила петь детей из бедных семей. Она призналась ему в своих чувствах и заявила, что несмотря на вражду между их семьями, когда-нибудь они поженятся. Вилар говорит, что это полная правда, и в то время он поддерживал их брак. Вскоре после этого проводится конференция дворян, и они в первый раз изгоняют Россини из Союза. Далее дворянин обвиняет Вилара в том, что он затеял ссору с Мэриан и уменьшил шансы на мирное стечение обстоятельств. Тео объясняет, что это он сам виноват в том, что затеял драку, а Вилар просто пришел ему на помощь. Дворяне не могут долго спорить с Виларом, и решение начать войну против Альянса уже принято. После этого Алексис обращается к дворянам и заявляет, что он является их лидером только потому, что такова была позиция его отца. Он считает, что больше не подходит для этой роли и хочет, чтобы новый лидер был выбран немедленно. Он выдвигает кандидатуру Вилара на пост следующего лидера из-за его военной мощи, но тот отказывается от повышения, потому что не хочет сражаться со своей кузиной Мэриан до смерти. Воспользовавшись этим, Маркис выдвигает свою кандидатуру на пост следующего лидера. Ему некому противостоять, и первое, что он делает, это прекращает все военные действия и возобновляет мирные договоры с Альянсом. Большинство людей довольны этим решением, но не Алексис, поскольку он знает, что Маркос хочет жениться на Марион, чтобы обеспечить мир. Когда сообщение доходит до Марион, она отказывается принять мирный договор и приказывает своему придворному волшебнику Аббасу готовиться к войне. Она расстроена этим решением, потому что все еще любит Алексис и думает, что сейчас нет способа спасти их любовь. Вскоре после этого на виллу приезжает дворянин и сообщает ему, что армия Мэриан достигла соседней территории и они могут напасть на них в любое время. Милзе и Сиука говорят ему, что он не должен следовать мирной политике Союза и немедленно контратаковать, но вилла отказывается это делать. Ему не нравится настойчивость Сиуки, и он увольняет ее и Тео, прежде чем отчитать дворянина. Когда Сиука и Тео возвращаются на свою территорию в лесу тьмы, она все еще расстроена тем, что Вилар проигнорировал ее совет, когда у них не было возможности избежать войны. Чтобы вывести ее из мрачного настроения, Тео приглашает ее на экскурсию по территории, но все, что они находят, это холодные, осуждающие взгляды людей в лесу. Они продолжают путешествовать по темным лесам, сражаясь с монстрами и исследуя неизведанные области. Скоро начнется дождь, и они укрываются в дупле дерева, где Тео и Сиука делят одеяло, чтобы согреться. Они говорят о том, как они рады быть друг с другом, и Тео заканчивает тем, что говорит Сиуке, как он беспокоится, что она может навсегда стать контрактницей виллы. Волшебник. Она уверяет его, что никогда не покинет его, и Тео обнимает ее, говоря, как она важна для него. Селия больше не может этого выносить и признается в своих чувствах к нему, а Тео признается, что тоже любит ее, прежде чем они начнут целоваться. С другой стороны, началась война между Марион и соседом виллы, и Милза пришел на помощь по собственной воле. Он уклоняется от плазменных арбалетов рыцарей Альянса и в одиночку уничтожает целый отряд. Марион удивлена, увидев кого-то его калибра, и позже при посредничестве своих рыцарей она соглашается нарушить военные договоры. Используя искусственный
яд Хааса для захвата вражеской крепости. Ее рыцари ошеломлены ее решением, но она заявляет, что они не могут позволить себе проиграть эту войну. Она посылает Эйпса создать в море яд Хааса, одновременно приказывая своим слугам отправить сообщение Милзе. Эйпс создает яд Хааса, а затем посылает его ветром в сторону вражеской крепости. Яд поглощает крепость и делает всех солдат неспособными сражаться. Мэриан и ее рыцари вскоре штурмуют этот район и убивают всех солдат, а также их предводителя, прежде чем поджечь крепость. Милза наблюдает за односторонней резней издалека и находит это довольно забавным. Внезапно к нему подходят слуги Морен и приглашают его познакомиться с ней. Он принимает приглашение, но велит слугам привести Мэриан к ней. Милза решил покинуть виллу, потому что у него нет амбиций объединить континент в единое целое, и теперь он хочет поддержать Мэриан. Вскоре она приезжает к нему навстречу и просит его поддержать альянс в объединении континента. Милза спрашивает ее о ее отношениях с Алексисом, и он знает, что Мэриан лжет, когда утверждает, что у них все кончено. Он говорит ей, что присоединится к альянсу только при одном условии, если она переспит с ним сегодня ночью. Мэрион принимает его условия, говоря ему, что это продлится только одну ночь, и что она никогда не будет принадлежать ему, несмотря ни на что. У Милзы нет никаких проблем с этим, и Мэрион позволяет ему поступать с ней по-своему ради своих амбиций, и теперь она официально принадлежит улицам. Вскоре после этого Мэрион будет готова вступить на территорию виллы. Аль-Буси рассказывает ей, что Милза убил своего отца, стал королем своей страны и официально решил присоединиться к альянсу. Вилла также готовится встретиться с ней лицом к лицу, и он призывает всех своих союзников объединить усилия с ним. Его волшебники замечают приближение Милзы и его флота военных кораблей, но Вилла чувствует, что происходит что-то странное, и приказывает им приготовить оружие, а сам направляется в доки. В доках он встречает Маргарет, которая сообщает ему, что Милза перешел на сторону Марин и даже убил его отца, поскольку тот встал у них на пути. Вилла не верит своим глазам и понимает, что выиграть эту битву теперь будет нелегко. Он приказывает своим кораблям атаковать флот Милса, который быстро переходит в контратаку и прыгает на корабли Виллы, быстро убивая его солдат. Капитан быстро приказывает своим людям сломать рулевое колесо и облить корабль маслом. После этого они покидают корабль, а капитан поджигает его, чтобы забрать Милзу с собой. Это совершенно бесполезно, и Милза убивает капитана после короткой схватки, а затем сбегает с горящего корабля. Тем временем волшебники Миллера используют гигантскую линзу, чтобы поджигать корабли Милзы один за другим. Когда он выходит из моря, Милза решает пока отступить, потому что его войска сегодня перенесли слишком много бед. Вернувшись в свой дворец, Вилла понимает, что если он просто победит Милзу, силы Альянса потеряют половину своей мощи, и он планирует вскоре лично присоединиться к битве. Маргарет тоже полна решимости присоединиться к нему, утверждая, что Милза однажды убила весь ее клан. Вскоре после этого один из союзников Виллы прибывает на место происшествия с гигантским боевым кораблем и сеет хаос во флоте Милзы. Он понимает, что выиграть битву на море невозможно, и приказывает своим людям немедленно спешить на берег. С другой стороны, войска Мирена нанесли поражение одному из сильнейших союзников Вильи. Вскоре Милза и другие союзники присоединятся к ее войскам, и Женя объявит, что настоящая битва начнется прямо сейчас. Принцесса викингов, выступающая на ее стороне, ночью ведет огромный флот военных кораблей к замку Вилара, и он понимает, что сейчас ему не победить. Он решает сражаться до конца и приказывает своим волшебникам связаться со всеми подчиненными ему дворянами и сказать ему сдаться. Он готовится к битве с помощью Маргарет и, наконец, признается, что тоже любит ее, и они могут умереть вместе. Гигантский линкор противостоит флоту Морена, состоящему из 1000 кораблей, но несмотря на все их усилия, они не могут победить. Чтобы уничтожить как можно больше врагов, один человек взрывает гигантский корабль, но это не наносит большого ущерба вражескому флоту. Враги атакуют замок Виллы со всех сторон, а Марион возглавляет атаку спереди. Они вот-вот ворвутся в его замок, и Вилла с Маргарет готовы сразиться с ними в одиночку. Маргарет использует свое последнее заклинание и накрывает себя огнем. Она прожигает вражеские ряды, а Вилла уничтожает всех врагов на своем пути. У Маргарет скоро заканчивается бензин, но когда Вилла приходит ей на помощь, она оттесняет его в безопасное место, прежде чем использовать все свои оставшиеся силы для самоуничтожения. После взрыва она превращается в пепел, и убитая горем Вилла бросается на солдат противника, не заботясь о защите. Марион приказывает своим рыцарям стрелять в него из плазменных арбалетов, а он блокирует их комбинированную атаку своим гербом. Она была поражена, увидев это, и решила поговорить со своим кузеном в последний раз. Виллер встречает ее с распростертыми объятиями, и Марион обнимает его, когда он говорит ей, что сдается. Он просит ее следовать по пути, который она выбрала для себя, и желает, чтобы она смогла выйти замуж за Алексиса и однажды обрести свое счастье. После этого он умирает, и его герб разлетается вдребезги. Его солдаты приходят в ярость и совершают самоубийственную атаку на врагов. Но это бесполезно, и к утру Мэриан захватывает замок. Она идет в тронный зал, где один из волшебников Виллы говорит ей, что, возможно, она и захватила замок, но все по-прежнему будут верны Вилле. Затем она убивает себя, выпив яд, в то время как другой предлагает исцелить раненых людей на стороне Марион. Затем Марион отдает герб Вилары и территорию Милс-Ап,
а сама ведет свою армию завоевывать остальной континент. Вскоре новость о смерти Вилара доходит до его союзников, и сердце Тео разбито, когда он слышит об этом. Все союзники Вилара собираются вместе и формируют отдельную группу под названием Договор, чтобы отомстить за его смерть и помешать Альянсу завоевать континент. Все считают, что следующим лидером должен стать Лассик, но он отвечает, что он все еще подчиненный Тео и назначает его своим лидером вместо себя. Дворяне не считают Тео подходящим лидером и ссорятся с Лассиком из-за его решения. Тео выходит вперед и говорит всем, что он докажет свою ценность как лидера в предстоящей битве, чтобы все могли принять его. Дворяне решили избрать Лассика своим лидером до тех пор, пока Тео не докажет, что он лучше его. С другой стороны, Милз пытается завоевать дворян под командованием Вилара, но они отказываются подчиняться ему и сопротивляются изо всех сил. Когда он восседает на своем троне, один из волшебников Марион приходит, чтобы передать ему ее послание, и просит его вернуть трон. Территории, которые Вилла когда-то завоевала. Волшебник просит Милзу быть осторожным в отношении силы их врага, но ему не нравится, когда кто-то ему перечит. Вскоре Милза ведет свою армию против врагов и побеждает их. Брат Виллы, который командует армией, решает отступить и заманивает Милзу следовать за ним туда, где его ждет Лассик со своей армией. Лассик и Милза действительно горят желанием сразиться друг с другом и опередить свои армии. Они обмениваются мощными ударами, и вскоре их армии вступают во вторую битву. Лассик получил некоторый урон и сразу же начал флудить, но ему также удалось ранить Милзу, который понял, что он был единственным человеком, достаточно сильным, чтобы противостоять ему. Он считает, что сейчас они находятся в невыгодном положении и решает отступить с поля боя. С другой стороны, Мэриан добралась до территории Тео, и она, Локи, сожалеет, что не позволила ему присоединиться к Альянсу в прошлом. Она думает, что у него сейчас нет сильной армии, но она все равно не хочет сражаться против него и Салуки, несмотря на то, что они ее заклятые враги. Марион хочет поговорить с Тео в последний раз перед началом битвы и просит своего волшебника отправить ему сообщение. Тео вскоре получает сообщение и задается вопросом, о чем Марион хочет поговорить, когда нет никакой возможности избежать драки между ними. Сиука замечает, что, возможно, он ей понравился, и именно поэтому встреча была личной, а не политической. Тео понимает это и соглашается встретиться с ней, потому что ему тоже есть что ей сказать. Сиука тоже хочет встретиться со своим отцом в последний раз, потому что, несмотря на то, что он мудак, он все еще ее отец. Они заходят в палатку Марион, чтобы встретиться с ней, и Сиука обнимает своего отца, прежде чем начать разговор. Марион пожимает руку Тео и говорит ему, что слышала о нем много замечательного. Он отвечает, что до него доходило много неприятных слухов о ее манере драться, и замечает, что лично она кажется другой. Он рассказывает, что ты однажды встречался с Алексис, и что он все еще любит ее всем сердцем. Тия хочет, чтобы они воссоединились, но Мэриан отмахивается от его слов, прежде чем сказать ему, что Вилла тоже сказал ей то же самое перед смертью. Затем она заявляет, что и она, и Алексис были слишком наивны, и единственный способ положить конец эпохе хаоса – это завоевать континент с помощью войны. Она готова пролить столько крови, сколько потребуется для этого, и говорит Тео, что не хочет сражаться с ним, но мы вернем себе эту территорию любыми средствами. На этом встреча заканчивается, и когда Тео возвращается в свой замок, он заявляет, что Мэриан все еще любит Алексиса, и он хочет снова свести их вместе. Столица отвечает, что для этого потребуется чудо, и он полон решимости сделать так, чтобы чудо произошло. Его слова застают ее врасплох, но то, что Тео делает дальше, совершенно сбивает ее с толку. Он целует ее на глазах у всех своих солдат, и Силика краснеет, когда говорит ему, что это было неподходящее место и время для этого. Тео отвечает, что он намеренно поцеловал ее на глазах у своих солдат, которые не полны решимости сражаться ради своего лорда. «Люблю». Солдаты начинают скандировать, и Сиука понимает, что Тео хотел спровоцировать Мэриан на размышления о ее любви к Алексису. Его уловка срабатывает, и Мэриан разочарована, но затем она получает известие о том, что один из друзей Вилара разгромил силы викингов, поэтому она вынуждена немедленно отступить. Новость доходит до Тео, и Сиука говорит ему, что поскольку они больше не находятся в зоне боевых действий, пришло время для ему нужно добраться до своей родины и взять ее под контроль. Он считает, что это слишком разочаровывает. Но Сиука говорит ему, что если он хочет помочь Алексис и Марион воссоединиться, его ранг и полномочия должны быть равны их. Именно поэтому она хочет, чтобы он вернул свою родину, стал лидером своих союзников и заставил весь континент признать его власть. Тео принимает ее предложение и сообщает об этом Лассику, но его волшебник считает, что победить Россини с теми солдатами, которые есть у Тео, практически невозможно. Лассику нравится этот план, и он думает, что победив Россини и завоевав свою родину, Тео сможет доказать знати, что он достоин быть их лидером. Тео вскоре добирается до своей родины, Систинии, вместе с Сиугой, горсткой своих ближайших союзников, включая Ирвина, Ишилу, Присциллу и остальных. Близнецы-оборотни. Они обнаруживают, что Россини позволил хаосу свирепствовать в Систинии, так что население остается рассеянным и их легко угнетать. Он хочет как можно скорее положить этому конец, и для этого он решает немедленно отправиться в город Россини. Сиука придумала план, как объявить о прибытии Тео всем жителям острова. Рита, конечно, пошлет свои войска, чтобы противостоять ему, но это сработает только в их пользу, так как заставит угнетенных людей понять, что есть кто-то, кто может сразиться с Россини. Скоро они доберутся до города и разделят его на две группы. Тео, Лука и Аши
Мишелла отправляются в ресторан перекусить, но находят там черную ведьму Яну. Сиука и Жанна узнают друг друга, и бойфрендом Жанны оказывается старший сын Россини Сальвадор. Он противостоит врагам своей девушки, но когда он узнает, что столкнулся лицом к лицу с Тео, о котором ходят слухи, все становится личным. Тео заявляет, что он победит семью Россини и освободит свою родину, а Сальвадор советует ему стараться изо всех сил. Он использует свой герб и заставляет людей в ресторане выразить ему свою преданность. Тео говорит своим друзьям, что им нужно бежать, потому что все люди, которые приняли герб Сальвадора, потеряли рассудок, но он не хочет причинять им вреда. Сиука использует волшебную светошумовую гранату, чтобы ослепить всех, создавая шанс на побег. Все собираются в назначенном месте, и Ирвин сообщает Тео, что он видел, как несколько рыцарей искали его по всему городу. Силика заявляет, что их миссия по распространению имени Тео уже увенчалась успехом, а затем она переходит к следующему шагу, который заключается в объезде близлежащих городов и деревень, чтобы соберите людей, чтобы поднять восстание против Россини. Это легче сказать, чем сделать, потому что жители деревни привыкли терпеть оскорбления от солдат Россини. Они отказываются помогать Тео в его восстании, говоря ему, что все, кто пытался восстать против Россини, были убиты, и они предпочли бы быть на его стороне, принеся некоторые жертвы. Тео уходит с пустыми руками и рассказывает своим друзьям, что так всегда было с Систинией. Семья Россини правит своими гражданами со страхом и отчаянием, и из этого нет простого выхода. Тем временем Сальвадор собрал небольшую армию, чтобы убить самого Тео, и послал наемного убийцу предупредить жителей деревни, чтобы они не лгали ему. Когда на следующий день Тео добирается до деревни, его встречают враждебно настроенные люди, которые говорят ему, что соседняя деревня была сожжена из-за того, что он посетил их ранее. Они отказываются слушать его, даже когда он говорит им, что в этом виновата семья Россини, и они говорят им убираться восвояси. «Убирайся, пока они не вызвали на него рыцарей». Когда Тео уводит своих друзей прочь, они задаются вопросом, действительно ли нет никого, кто помог бы им в революции. Силика предлагает им отправиться в деревню Тео, потому что там их наверняка кто-нибудь поймет. Его молчание говорит им все, что им нужно знать, но Тео все равно ведет их в свою деревню, чтобы показать, через что ему пришлось пройти. Тео замечает свою подругу детства Ребекку недалеко от границы деревни, и она бежит к нему, но останавливается на безопасном расстоянии. Он просит ее собрать всех жителей деревни, потому что хочет поговорить с ними. Пока Тео беседует с жителями деревни о прошлом, Силука узнает от Ребекки, что отец Тео построил в деревне секретный склад, с помощью которого он помогал людям уклоняться от уплаты высоких налогов. Однажды кто-то донес на него, и солдаты Россини убили его, чтобы показать пример. Жители деревни даже не сопротивлялись, так что Тео долго держал на них обиду и покинул деревню, но теперь он утверждает, что оставил все позади. Он спрашивает жителей деревни, хотят ли они вечно жить под пятой Россини, и просит их восстать против него. Никто не отвечает, и Тео решает уйти, но Ребекка останавливает его и просит хотя бы навестить могилу отца. Тео соглашается и говорит Силуке и остальным подождать его. Ребекка продолжает весело рассказывать о том, как он продвинулся в жизни, и утверждает, что он действительно мог бы превзойти Россини, но Тео говорит ей перестать играть, потому что у нее это плохо получается. Он знает, что она работает на Россини, и он спрашивает ее, как они ей угрожали. Она отвечает, что ей не угрожали, а просто настучали на нее, чтобы она могла попасть в город. Ребекка не чувствует себя виноватой в том, что предала Тео, но он жалеет ее, потому что знает, как нелегко противостоять своим угнетателям. Он пытается убедить ее, что если все присоединятся к нему, они смогут победить, но когда она не принимает его слово, он просит ее рассказать жителям деревни, приходится спасаться бегством, потому что он уверен, что Россини накажет их после него. Тео в одиночестве отправляется на могилу своего отца, зная, что там его поджидают враги. А Ребекка бежит обратно в деревню, где работает Силука, пытаясь убедить всех присоединиться к ним. Она сообщает им, что Тео знал, что это ловушка, но он пошел прямо в нее, чтобы защитить их. Она просит их помочь ему, но этого недостаточно, чтобы убедить их. Однако подбегает Ребекка и просит всех помочь Тео, напоминая им, что Россини не простит их, даже если они сдадутся. Тем временем Тео отправляется навестить могилу своего отца, где его ждут Сальвадор и его солдаты. Они пускают в него стрелы, но Ирвин защищает его. Стелика попросила его и близнецов-оборотней следовать за Тео, но Сальвадор не думает, что они представляют для них какую-либо угрозу. Внезапно жители деревни прибежали поддержать Тео, и он поблагодарил их, прежде чем создать свой флаг и благословить жителей деревни своей силой. Сальвадор также символизирует силу своего солдата, используя свои гербы, и битва начинается. Жители деревни прячутся за укрытиями, чтобы защититься от вражеских стрел, в то время как в них бросают камни. Стьюка и Оселла используют свои способности, чтобы уничтожать врагов с помощью пентакиловых комбинаций, в то время как Ирвин сражается с ассасином. Тео сталкивается лицом к лицу с Сальвадором и умудряется сломать его меч, но солдаты приходят ему на помощь, давая шанс убежать. Тео окружен врагами и не может двигаться вперед, но Ребекка внезапно хватает Сальвадора, чтобы остановить его. Несмотря на то, что Тео говорит ей отпустить его, она этого не делает, и Сальвадор наносит ей удар спрятанным кинжалом. Тео приходит в ярость, увидев это, и побеждает солдат, окружающих его, прежде чем броситься на Сальвадора, который пытается убежать, но погибает прямо рядом с домом отца Тео. Могила. Вражеские солдаты убегают, увидев, что их Лир убит. Тео бросается к Ребекке
Ребекке, но она умирает у него на руках, оставив его расстроенным, несмотря на то, что он выиграл битву. Последствия битвы распространяются по всей Систинии, и за короткий промежуток времени происходит множество восстаний. Россини и его сыновья собираются вместе, чтобы поговорить о них, и они верят, что скоро все станет плохо, если они не разберутся с ними немедленно. Россини приказывает своим сыновьям собрать 5 солдат, чтобы немедленно подавить революцию, потому что он не хочет потерять еще одного сына из-за нехватки времени. Подготовка. Его старший сын берется за дело, чтобы подавить восстание и отомстить за Сальвадора, и он выходит из комнаты. Россини все еще кипит от ярости и клянется разрушить жизнь Тео за убийство его сына. С другой стороны, наемный убийца, работающий на Сальвадора, все еще охотится за Ирвином, чтобы осуществить свою личную месть. Черная ведьма Янна находит его и узнает о его миссии. Ассасин утверждает, что найти Ирвина в одиночку будет сложно, так как близнецы-оборотни всегда с ним. Известие о них натолкнуло Янну на некоторые идеи, и она заверила ассасина, что сможет заманить близнецов подальше, чтобы он мог спокойно сразиться со своим врагом. Она тоже хочет убить оборотней, а после этого планирует убить Тео и Селевку, потому что они обсуждали ее. Тем временем количество людей под началом Тео растет, и Эшелла обучает их тому, как правильно сражаться. Тео рад, что все больше и больше людей начинают восставать против Россини, и в будущем он планирует построить замок в своей деревне, чтобы они могли править ею с миром. Силка говорит ему, что до этого еще много времени, и вдруг Эрвин сообщает им, что второй сын Россини оставляет здесь огромную армию. Тео оставляет свою армию, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. Стоя на поле боя, Ирвин и близнецы замечают своих смертельных врагов. Они говорят Салуке, что должны немедленно уйти, чтобы разобраться с ними, и она просит их быть осторожными. Ирвин сражается с убийцей, который так же силен, как и он, но его ножи отравлены, и это заставляет Ирвина быть на грани. Он продолжает блокировать его атаки и при этом смазывает свой клинок ядом. Они продолжают сражаться как ниндзя, и в конце концов Ирвину удается ударить его ножом. Убийца теряет равновесие, и Ирвин наносит ему смертельный удар, но он также получает удар своим отравленным ножом, и они оба падают. С другой стороны, близнецы-оборотни сталкиваются с Яной, которая вызвала демона, чтобы сразиться с ними. Они атакуют демона, но не могут преодолеть его барьер, и демон контратакует, окружая их магическим кругом адского огня. Они не могут найти способ атаковать демона, но затем решают использовать комбинированный прием, чтобы атаковать Янну. Они превращаются в волков, запрыгивают на барьер и взлетают высоко в небо, чтобы атаковать ведьму. Она уклоняется от первого удара. Второй удар наносит ей по спине, заставляя отступить. Демон исчезает, когда Янна убегает, а затем близнецы бегут поддержать Ирвина и находят его без сознания. Они обнаруживают, что его отравили, опасаясь, что он умрет. Однако Присцилла прибывает на место происшествия, заявляет, что не позволит ему умереть здесь, и исцеляет его, используя свой герб. На поле боя Тео смотрит на предводителя вражеских войск и говорит своим солдатам, что если они уничтожат его, власть Россини рухнет. Он поднимает свой флаг, а затем предоставляет свою защиту своим солдатам и жителям деревни, которые следуют за ним. Россини-младший также дарует своим солдатам проклятую силу своего герба, и битва начинается. Тео сражается с Россини-младшим и убивает его ученика, который является Шурой-триггером родительского комитета. Младший нападает на него, а Тео продолжает защищаться. Он одерживает верх в битве и ранит Россини-младшего, повергая его на землю. Его солдаты приходят, чтобы спасти его, но Тео легко справляется с ними. Младший встает и атакует, понимая, что Тео планировал измотать его с самого начала. Он обезоруживает его, а затем убивает, завершая бой. Солдаты Тео радуются своей победе, и он просит Селуку заставить выживших вражеских солдат сдаться. Как раз в этот момент Яна бросается на них с неба, намереваясь убить Тео в результате самоубийственной атаки. Она наносит ему свой самый мощный удар, но Селука быстро реагирует и контратакует своим самым мощным заклинанием. Их атаки нейтрализуют друг друга в небе, и Янна падает на землю и попадает в плен. Известие о смерти его сына доходит до Россини, который понимает, что уже проиграл битву. Он готов сдаться Тео, но он хочет, чтобы его оставшийся сын Джезель выжил любой ценой. Его сын заявляет, что он будет вести переговоры с Тео и попытается доказать, что он будет полезен ему и народу Систинии. Вскоре Тео прибывает в замок со своими солдатами, и Джезель выходит встречать его. Джезель заявляет, что сдастся, если будут сохранены жизни людей, служащих его семье, и Тео отвечает, что он и его отец умрут, а все богатства, накопленные их семьей и союзниками, будет передано ему. «Меня заберут отсюда». Джузел пытается убедить его оставить его в живых, так как он может помочь ему управлять Систинией, но Тия отказывается оставить его в живых по этой причине. Вместо этого он хочет сохранить ему жизнь, чтобы люди, преданные семье Россини, не отомстили ему. Иерусал принимает его условия и клянется в верности Тео, радуя свой народ и Салуку. Позже Салука допрашивает Яну, чтобы узнать ее мотивы. Она верит, что именно она вызвала повелителя демонов во время великой свадебной трагедии, но она также думает, что у нее недостаточно сил, чтобы сделать это сама по себе. Яна отказывается отвечать и вместо этого нападает на нее, как дикая кошка, а потом катается по полу, смеясь. Вскоре после этого в
замок Тео прибывает посланник Академии магии, который заявляет, что Яна была настоящей виновницей великой свадебной трагедии. Они хотят казнить ее, и поэтому Лука думает, что что-то не так, потому что у них не было достаточно времени для проведения тщательного расследования. Посланник хвалит Тео за то, что он взял под контроль Систинию, говорит ему, что Академия магии принимает его как своего нового лорда и щедро вознаграждает за поимку черного мага. Ведьма. После этого посланник переходит к казни Яны, которая привязана к столбу. Охранники поджигают ее, но она просто терпит, крича, что все ее просто используют и выбрасывают после того, как с ней покончат. Она заявляет, что так просто не умрет, и жертвует своей жизнью, чтобы призвать повелителя демонов. Вокруг нее начинает сгущаться хаос, и вскоре появляется повелитель демонов, который стоит за великой свадебной трагедией. Янна кричит на всех, что с ними покончено, но вместо этого демон убивает ее. Все потрясены, увидев это, но Силика замечает, что посланник ухмыляется, когда видит, как умирает ведьма. Сразу после этого повелитель демонов исчезает, а энергия хаоса рассеивается. Вернувшись на континент, Милза получает сообщение о том, что Тео становится признанным лордом Систинии. Милза не заинтересован в нем, но подчиняющийся ему волшебник сообщает ему, что Тео действительно популярен среди местных жителей, и видя его успех, восстание независимой знати может набирать обороты. Этот парень серьезно сглазил себя, потому что в тот же момент прибежал солдат и сообщил Милзе, что какие-то дворяне напали на одну из их крепостей. Милза пришел в ярость, когда узнал, что крепость была взята армией, состоящей в основном из простолюдинов. Волшебник сказал ему, что это уже не восстание, а война, и они должны покончить с ней как можно скорее. Милза все еще не может понять, зачем мирным жителям пытаться начать войну против него, когда он их лорд, и волшебник велел ему напасть на город. Гражданские лица, поскольку теперь они его враги. Милза не уверен в этом, но когда волшебник сказал ему, что у них нет выбора, он принял его предложение и объявил, что сначала они нападут на деревню белых ведьм, затем на оборотней, а затем на независимых дворян, которые возглавляют восстание. Он занимается бизнесом, сжигает дотла деревню ведьм, заставляет оборотней убегать, а затем расправляется и с дворянами. Милза уверен, что теперь никто не сможет противостоять ему, но волшебник утверждает, что если Тео вернется на континент, он превратится в течение против них. Милза отказывается воспринимать его как угрозу и заявляет, что убьет Тео, как только тот покажется. Волшебник, похоже, снова наложил на себя проклятие, потому что пока они разговаривают, Тео возвращается на континент. Силука узнал о зверствах Милса по отношению к людям и говорит, что победить его будет труднее всего. Тео отвечает, что победить его сейчас самое важное для их будущего. Он делает ремейк вместе с Ласиком и другими игроками, которые рады, что они вернулись. Ласик поздравляет Тео с завоеванием Систинии, но он не рад узнать, что у него еще есть время стать лидером их сил. Вскоре начинается встреча участников договора, и Ласик позволяет Селевке взять командование на себя, но ее прерывает Тео, который просит: прошу всех почтить минутой молчания память людей, погибших от рук Милса. После этого Сиука начинает свою речь, но ее снова прерывают дворяне, которые замечают, что Тео должен был быть на континенте, чтобы сражаться с Милзой, а не освобождать свою родину. Один мужчина просит его четко расставить приоритеты, но другие считают, что обсуждение их будущего важнее, чем разговоры о прошлом прямо сейчас. Они считают, что Ласик по-прежнему должен возглавлять их группу и вести войну против Милзы, и Тео с ними согласен. Он бы взял на себя вину за людей, которые погибли, пока он был в Систинии, и чтобы все исправить, он вызвался сразиться с Милзой в бою и победить его. Тео утверждает, что не может сделать это в одиночку, и просит дворян позволить ему возглавить их на этот раз. Он спрашивает одобрения у младшего брата Вилара и дает ему свое разрешение. После этого Лассик объявляет Тео их лидером в предстоящей битве. Тем временем Марион приглашает Милзу и принцессу викингов на чай, и она хвалит его за завоевание территории виллы. Милза и рыжеволосая вступают в спор о том, как правильно управлять восставшими людьми, и Марион говорит им следовать их методам на их территории, но она не хочет, чтобы они это делали. Любая нестабильность из-за этого. Она рассказывает о текущем состоянии их завоевания и считает, что у них есть отличный шанс победить союз раз и навсегда, но она все еще обеспокоена возвращением Тео. Милза знает, что Тео придет за ним, и он планирует разобраться с ним, когда это произойдет. Марион предупреждает его, чтобы он не недооценивал его, и просит его обратиться к ней за помощью, если ему это понадобится. Как раз в этот момент туда приходит Аббас и сообщает им, что Тео объявил, что собирается вернуть лес Вечной Тьмы первому. Милза приходит в ярость, услышав это, и уходит, чтобы встретиться с ним лицом к лицу, а Марион еще раз предупреждает его, чтобы он не относился к своему противнику легкомысленно. С другой стороны, Тео объединился с оборотнями и ведьмами, чтобы обсудить их стратегию. Он хочет сразиться с Милзой в густом лесу из-за преимущества домашних коричневых, и Сулука замечает, что самое сложное будет после этого, когда им нужно будет завоевать замок. Она утверждает, что для этого им нужно большое количество солдат, над получением которых в настоящее время работает Лейсик. Джузель тоже с ними, и он сообщает им о восстании в регионах, возглавляемом Милзой и принцессой викингов. Он услышал о восстании тамошних
последних рабов и хочет обратиться к ним за помощью. Тео позволяет ему это, а затем начинает готовиться к битве. Тем временем Милза в ярости от того, что у него отобрали лесной регион, и решает немедленно вторгнуться в него. Его волшебник просит его не торопиться и подождать, пока Тео выйдет из леса, потому что сражаться с ним в лесу было бы серьезной ошибкой. Милзе не нравится, что его волшебник ведет себя как фанат своего врага, и она заставляет его замолчать, прежде чем приказать собрать армию для атаки. В лес вечной тьмы. Он одержим идеей победить Тео и заставить его пожалеть о том, что он затеял с ним драку. Скоро в лесу начнется война, и оборотни воспользуются густым туманом, чтобы устроить засаду на солдат противника и уничтожить их одного за другим. Но белые ведьмы также атакуют врагов ядовитым туманом, убивая многих из них сразу. Армия Тео тоже сталкивается с врагами, но когда появляется Милза, капитан приказывает солдатам отступить. Он теряет глаз, а затем и жизнь, пытаясь сразиться с Милзой, но его солдаты благополучно убегают в лес. Милза решает не преследовать их и направляется прямо к замку Тео, но колючие лозы преграждают ему путь и отделяют его от армии. Несмотря на это, он продолжает продвигаться вперед и вскоре достигает замка всего с несколькими солдатами. Он вызывает Тео на дуэль, но тот говорит ему уже признать свое поражение и возвращаться. Милза выкрикивает в его адрес проклятия, но он все равно отступает, и Салука думает, что в следующий раз он вернется с большей силой. Милза все еще не оправился от того удара, который он нанес ранее, и продолжает ныть по этому поводу. Его волшебник сказал ему, что Тео скоро выйдет из леса и нападет на него. Милза думает, что тогда он убьет его. Волшебник предлагает ему отправить свою армию на юг, чтобы некоторое время сражаться с Ласиком, потому что это заставит Тео выйти, и тогда они смогут разобраться с ним. Милзе нравится эта идея, и он советует ему начать готовиться к ней немедленно. Силика получает сообщение о том, что армия Милза направляется на юг, чтобы сразиться с Классиком, и она говорит Тео, что это ловушка. Она считает, что им следует пока подыграть друг другу и собрать армию из гражданских, чтобы дать отпор. Тео больше не был большим любителем просить гражданских сражаться за него. Он чувствует себя обремененным чувством вины за то, что позволил невинным людям погибнуть на войне. Сулупа утешает его, говоря, что люди более чем готовы умереть за него, и это его подбадривает. Он заявляет, что они направятся к замку Милза со всеми силами и захватят его, пока его не будет. Сулупа связывается со своими коллегами-волшебниками и сообщает им об их плане, прежде чем попросить их купить их как-нибудь, чтобы захватить замок. У младшего брата волшебника Виллы есть план, и она просит Салуку оставить все ей. Когда Милза направляется на юг, он получает известие, что младший брат Виллы покинул свой замок и даже оставил своего волшебника. Он считает, что это произошло потому, что дворяне еще не приняли Тео как надежного союзника, и он хочет захватить замок, прежде чем разбираться с Лазиком. Он говорит своему волшебнику завоевать замок как можно скорее и оставляет часть своей армии охранять его. Когда Милза продолжает свое путешествие после этого, он обнаруживает, что Тео разыграл его и собрал большую армию, чтобы сразиться с ним лицом к лицу. Он очень хочет победить его, но его волшебник советует ему не делать этого, так как они значительно превосходят его численностью. Милза в ярости от того, что ему снова говорят убегать, и направляет свой кинжал на волшебника, но в конце концов он принимает его совет и отступает в свой замок. Там он ждет, когда придут его союзники, чтобы помочь ему в борьбе с армией Тео, но узнает, что Мэриан идет ему на помощь, у него всего 3000 солдат. А от викингов нет никаких вестей. Видя перед собой временную крепость и огромную армию, Милза чувствует, что, возможно, именно сейчас он наконец почувствует вкус поражения, но он не готов сдаться без боя. Однако плохие новости продолжают накапливаться, и Ласик тоже прибывает в замок со своей армией. Милза решает, что он не может ждать прибытия Марион, и отправляется вперед, чтобы сразиться с врагами в одиночку. Его волшебник умоляет его остановиться, говоря, что это будет практически самоубийством – сражаться против огромной армии в одиночку. Милза отказывается от его совета, говоря ему, что он не должен позволять Мэриан ввязываться в эту войну, потому что если она тоже проиграет, силы Альянса будут обречены. Он благодарит своего волшебника за помощь в предыдущих битвах, а затем утверждает, что Тео – провидец, который понимает, что истинная сила заключается в нем – люди. Однако Милза пока не готов принять это и заявляет, что он будет сражаться за свои идеалы до самой смерти, а его волшебник последует за ним. Он едет со своей армией, и Тео получает сигнал, что битва вот-вот начнется. Милз игнорирует временную крепость перед собой и едет прямо на базу Тео, даже когда его солдаты падают от вражеских лучников. Когда половина его армии проходит через крепость, капитан на стороне Тео закрывает ворота и вовлекает оставшихся солдат в бой. Милза взбешен, но он все равно ведет своих оставшихся солдат и прорывается сквозь вражеские ряды. Он вот-вот столкнется с армией Лассика, но в последний момент решает изменить направление и вместо этого атаковать Тео. Лассику это не нравится, и он решает преследовать Милзу, а младший брат Вилара прибывает туда, чтобы поддержать его. Тем временем армия Милзы приближается к Тео, который решает отослать мирных жителей с поля боя, потому что не хочет, чтобы они бессмысленно умирали. Он приказывает им отступить, так как они не могут противостоять армии Милза, но мирные жители этого не хотят. Они хотят отомстить человеку, который убил стольких из них, и просят Тео предоставить им свою защиту и повести их в бой. Он тронут их решимостью и создает свой гигантский флаг, чтобы защитить солдат.
Вскоре он перелезает через забор на своем пути и убивает Тео. Его солдаты следуют за ним, но вынуждены отступить из-за града стрел, летящих в их сторону. Милза продолжает отражать стрелы, пока ищет Тео, но Силика заставляет его остановиться, атакуя молнией. Сразу после этого Ахилла бросается на него с мощным ударом, и Милза каким-то образом блокирует его. Близнецы-оборотни атакуют его следующими, но ему удается оттолкнуть Ахиллу и победить близнецов одной атакой. Теперь очередь Рва, и он пытается тихо убить Милзу, но тот останавливает его атаку и заставляет его кататься по полу. Пока он отвлекается на это, Силука использует гигантский огненный шар, чтобы убить его, но Милза каким-то образом выживает и бросается на нее. Он нападает на нее, но Тео приходит, чтобы спасти свою девочку в последний момент. Милза вызывает его на поединок 1 на 1, и Тео принимает его вызов, к большому ужасу Сиуки. Она говорит ему, что у него нет шансов на дуэли, и будущее континента будет в опасности, если он умрет. Она беспокоится, что он может умереть, но когда он отвечает, что не может отказаться от этого боя, она просит его победить. Тео обнимает ее и просит поверить в него, а затем направляется к Милзе. Они оба зачаровывают свое оружие, используя свои гербы, и все поле боя останавливается, чтобы посмотреть, как сражаются их лидеры. Милза атакует первым, а Тео следует своей стратегии блокирования его атак, а затем контратакует в нужный момент. Милза уклоняется от его атаки и пытается нанести смертельный удар, но Тео блокирует его своим щитом. Милза продолжает атаковать его, и Тео получает несколько незначительных порезов, хотя и пытается блокировать все входящие атаки. Милза продолжает проклинать его, пока они дерутся, и вскоре у него заканчивается дыхание. Тео говорит ему, что он стал намного слабее с тех пор, как они дрались в последний раз, и замечает, что, похоже, он уже на пределе своих возможностей. Услышав это, Милза приходит в ярость и безрассудно атакует, еще больше истощая свою выносливость. Он теряет равновесие после нескольких ударов, и Тео указывает, что его армия уже сдалась. Милза отказывается умирать так легко и снова бросается на Тео, которому удается обезоружить его и поставить на колени. Эколи подходит к нему и просит отдать свой герб на покраску, и он решает умереть. Тео вонзает ему нож в грудь и добивает его. Волшебник Милса не может смириться с тем фактом, что его повелитель умер, поэтому он убивает себя, чтобы пойти по его стопам. После этого герб Милса разбивается вдребезги и превращается в сферу энергии хаоса. С одобрения своих союзников Тео поглощает ее, и его герб эволюционирует. Он заявляет, что они успешно отомстили за смерть Вильи и почтил минутой молчания память своего бывшего лидера. Сильда подбегает к нему и обнимает, выражая свое облегчение от того, что он победил. Она просит его никогда больше так не делать, и Тео уверяет ее, что он этого не сделает, потому что сейчас нет никого, кого он хотел бы победить лично. После этого тучи над ними рассеиваются, и Тео начинает праздновать свою победу со своими союзниками. Тем временем Марион получает известие о том, что Милза героически погиб, сражаясь с Тео. Она расстроена потерей своего самого сильного союзника и яростно требует объяснить, почему он не смог их дождаться. Ее волшебник говорит ей, что Милза поняла, что ждать подкрепления бессмысленно, и он не хотел, чтобы брак подвергался опасности. Она признает свое поражение в этой битве и решает немедленно вернуться на свою территорию, прежде чем Тео и его союзники нападут на нее. С другой стороны, союзники Тео добираются до замка, который они захватили у Милзы, и выражают свое почтение Вилле. После этого Лассик опускается на колени перед Тео и предлагает ему снова стать его подчиненным, отказавшись от своего крестона. Тео спрашивает дворян, есть ли у них какие-либо возражения, и королева-мамочка отвечает, что все приняли его как своего лидера и предлагает тоже стать его подчиненным. Даже брат Виллы хочет стать подчиненным Тео, удивляя всех. Тео принимает их всех, и Селевка объявляет его официальным лидером договора, и все аплодируют ему, когда он вступает на трон. Затем Тео заявляет, что будет стремиться продолжить наследие Вильи и обеспечить, чтобы на континенте воцарился вечный мир. Он объявляет, что они будут придерживаться нейтральной позиции и выйдут из Союза, чтобы примириться с Альянсом. Лассек и другие не думают, что это мудрая идея, потому что это может привести к дисбалансу сил, поскольку Союз становится слишком слабым, а Альянс одерживает верх. Тия отвечает, что они по-прежнему будут поддерживать Союз, пытаясь положить конец своей борьбе с Альянсом, чтобы создать хороший баланс. Он заявляет, что их будущее сейчас зависит от Союза, и они должны заставить их сотрудничать. Затем Тео объявляет, что они могут оставить эти неприятные вещи на завтра, так как сегодня самое время отпраздновать свою победу. Он устраивает самую зажигательную вечеринку, которую кто-либо видел за последние годы, и все веселятся. Когда вечеринка заканчивается поздно вечером, Селука направляется в свою комнату и обнаруживает, что Тия ждет ее. Он хочет поговорить о чем-то важном и приглашает ее к себе в комнату. Она подает ему чай, а затем поздравляет его с тем, что он стал лидером договора. Она заявляет, что все дворяне признали его своим лидером, и народ уважает его сейчас больше, чем когда-либо. У Тео внезапно развился синдром самозванца, и он чувствует себя недостойным любви и уважения, которые он получает. Он все еще винит себя в гибели тысяч солдат и гражданских лиц и обещает позаботиться о том, чтобы подобные трагедии больше не повторялись. Затем Тео заявляет, что его конечная цель по-прежнему остается прежней, а именно вернуться на родину и править ею мирным путем. Однако планы немного изменились,
и он хочет, чтобы Суга тоже был с ним. Она отвечает, что поклялась ему в вечной верности и будет служить ему всю свою жизнь, и Тия понимает, что он не достучался до нее. Он обнимает ее и говорит, что хочет, чтобы она была рядом с ним, но не как волшебница по контракту, а как его жена. Сиука тронута и начинает плакать, принимая его предложение. Она говорит ему, что они должны сохранить свои отношения в тайне, пока все не разрешится, а затем обнимает его, прося не погибать в предстоящих битвах. Вскоре после этого Тео и Сиука навещают Присциллу и говорят ей, что Папа Римский объявил, что он является владельцем Святого Грааля. Сиука верит, что Присцилла истинная владелица Святого Грааля, потому что именно такой формы у нее герб. Присцилла подтверждает это, и Тео просит девочек объяснить, что это за Святой Грааль. Стьюка объясняет, что церковь утверждает, что если все гербы в мире объединятся со Святым Граалем, то они смогут призвать Бога, который уничтожит хаос раз и навсегда. И это то же самое, что императорский герб. Стилика считает, что поскольку Присцилла является настоящей владелицей Святого Грааля, Папа Римский может попытаться напасть на нее. И она также предупреждает Тео, что Папа Римский тоже может прийти за своим гербом. Он отвечает, что если он сможет спасти мир, отказавшись от своего герба, то ты с радостью это сделаешь. Позже в тот же день они получили известие, что лучший друг Вилара и один из сильнейших дворян Союза погиб в войне с Марион. Силука получил сообщение о том, что новый лидер Союза, Доусон, предал его и саботировал его армию, прежде чем перейти на сторону Альянса. Она утверждает, что предатель пытается привлечь дворян Альянса на свою сторону, но пока ему это не удалось. Теова обеспокоен, услышав это, и он опасается, что Союз находится на грани уничтожения прямо сейчас. Силика говорит ему, что у нее есть идея, которая может все изменить, и предлагает им пойти и поговорить с Алексис. Тео сомневается, что им будут рады после того, как они покинут профсоюз. Аска верит, что Алексис по-прежнему захочет поговорить с ними. Они садятся на корабль и добираются до территории Алексис. Он замечает гигантские броненосные военные корабли в порту, и Сулавик говорит ему, что эти корабли настолько медлительны, что бесполезны на войне, и поэтому их называют мирными кораблями. Пока они любовались кораблями, Ирвин подошел к ним и сказал, что Алексис хочет немедленно встретиться с ними. Они пошли в его художественную комнату, где Алексис все тот же старый фембой, который восхищается достижениями Тео в недавней войне. Он разочарован тем, что Тео и его союзники отделились от профсоюза и просит его вернуться, даже предлагая должность лидера профсоюза. Тео отказывается, потому что хочет быть посредником между профсоюзом и Альянсом, но Алексис не думает, что они когда-нибудь смогут быть на одной волне еще раз. Он считает, что если бы он не был так непреклонен в мирных переговорах с Альянсом, то не потерял бы Вилара и других игроков. Дворяне. Тео утешает его, говоря, что если бы он решил начать войну, то потерял бы Марион. Алексис Вин говорит, что она по-прежнему самый важный человек для него, и именно поэтому он пытался добиться мира. Но Марион была другой, и вместо этого она развязала с ним войну. Сиука говорит ему, что Марион просто хочет создать герб императора, завоевав континент. Алексис замечает, что они могли бы создать его, если бы просто поженились, а Сиука отвечает, что есть люди, которые не хотят, чтобы они поженились. И именно они стоят за великой свадебной трагедией. Теовицов заявляет, что он хочет свести на нет трагедию и вернуть мир к тем временам, когда Альянс и Уния были близки к тому, чтобы стать единым целым. Алексис чувствует, что сейчас это невозможно, и Селевка противостоит ему, говоря, что им просто нужно найти баланс между Союзом, Альянсом, и для этого нужен международный договор. Она говорит Алексису, что большинство дворян Союза не видели войны, и поэтому их армии все еще полностью целы, в то время как армия Альянса под командованием Марион понесли серьезные потери. Она просит его подняться и поменяться с ними ролями. Но Алексис капризный человек, который не может осмелиться на это. Тео говорит ему, что он должен сделать это, чтобы спасти Марион, которая все еще любит его. Он верит, что даже если она завоюет континент и создаст герб императора, она никогда не сможет достичь счастья без мужчины, которого любит. Алексис не может поверить, что Марион все еще любит его, и Тео уверяет его, что это так. Он просит Алексиса остановить его женщину и вспоминает, как они когда-то обещали пожениться. Алексис внезапно становится мужчиной и, взяв свой меч, выходит на улицу. Все шокированы, увидев фембоя с оружием в руках, и он говорит своему волшебнику, что собирается напасть на предателя Доусона. Волшебник не может в это поверить, но она все равно приказывает немедленно собрать армию. Когда новость о том, что Алекс начал действовать, доходит до солдат, они действительно горят желанием присоединиться к битве. Тем временем Доусон наслаждается своей жизнью после вступления в Альянс и думает, что теперь никто не сможет победить его. Он утверждает, что Союз полон идиотов и слабаков, как вдруг в его комнату врывается солдат, чтобы сказать ему, что Алексис ведет гигантскую армию навстречу их замок. Он испытал сильнейший шок в своей жизни, когда выглянул в окно и увидел, что армия уже почти у его двери. Не только Алексис, но и все лорды Союза вступили с ним в союз и пришли разобраться с предателем. Увидев такую большую армию, Доусон наложил в штаны и связался с Марион, чтобы та отправила его обратно. Она оправдывается тем, что ее армия занята борьбой с международным договором и не может позволить себе прийти ему на помощь. Вместо этого она просит его проявить себя и победить своих врагов в одиночку, чтобы его приняли другие члены Альянса. Доусон понимает, что он облажался, и посылает своего волшебника к Алексису с просьбой вернуть его обратно в Союз. Алексис отказывается отпустить крысу и заявляет, что если
если Доусон отдаст свой крест, салат и землю, он оставит его в живых. Он приходит в ярость, когда получает это сообщение, и решает начать войну против сил Союза. Он мотивирует свою армию и наемников, работающих на него, обещая им большие награды в случае победы. Когда Алексис видит, как армия Доусона приближается к нему, он вздыхает, потому что все еще хочет, чтобы все закончилось без кровопролития. Он использует свои навыки художника и размахивает жезлом, чтобы обеспечить защиту своим войскам, отправляя их в бой. Он приказывает кавалерии окружить вражеские войска и сосредоточить их в узком пространстве, чтобы лучники могли легко поразить их. Его стратегия окружения и добивания врагов очень эффективна, и вражеские солдаты могут даже получить возможность дать отпор. Когда Доусон смотрит на поле боя, он понимает, что Алексис пытается нарисовать звездных рыцарей. Он видит свою подавляющую силу и принимает поражение. Вскоре новость о поражении Доусона доходит до Марион, которая на самом деле не возражает против этого. Она спрашивает Альбуса, кто возглавляет силы Союза, и теряет дар речи, когда он говорит ей, что именно Алексис руководил его армией с большим талантом. Марион не может поверить, что он вступил в битву, и она приказывает Альбусу сказать всем своим союзникам, чтобы они не недооценивали его только потому, что он не выглядит как настоящий боец. Она бросается в свою комнату, а затем плюхается на кровать, задаваясь вопросом, почему Алексис из всех людей должен был выйти на поле боя. Она беспокоится о нем и не хочет, чтобы он был втянут в кровавую войну, которая вот-вот разразится. Вскоре после этого Алексис возглавит военно-морской флот, чтобы сразиться с викингами, которые являются частью Альянса. Он берет с собой гиганта на медленных броненосных кораблях. И как только он замечает врага, он приказывает своим людям остановиться и построиться в круг. Король викингов приказывает своим людям мчаться к Алексу на полной скорости, замечает странность в построении и решает окружить вражеский флот и атаковать со всех сторон. Он использует свой герб и дает своим солдатам свое благословение, заставляя их проявлять настойчивость. Алексис приказывает своим людям плыть на лодках поменьше и ждать, пока викинги подойдут ближе. Как только викинги начинают расходиться, он отдает приказ атаковать и предоставляет свою защиту солдатам. Солдаты на лодках осыпают викингов градом стрел, которые не останавливаются даже после того, как в них попадают. Затем Алексис приказывает своему гигантскому кораблю Болтуну начать атаку. Во время их атак вражеские корабли тонули, некоторым викингам удалось подобраться к кораблю и попытаться взобраться на него. Солдаты закололи их и отправили обратно в море. И битва продолжалась в том же духе. К вечеру викинги потеряли половину своих кораблей, в то время как Алексис еще не понес никаких потерь. Король викингов в ярости от того, что вот-вот потерпит поражение, и несмотря на то, что его генералы советуют ему отступить, он отказывается отступать. Он заявляет, что будет сражаться как мужчина и умрет на поле боя, и использует всю мощь своего герба, чтобы перейти в режим зверя вместе со своими оставшимися солдатами. Он направляется к Алексису и садится на один из его кораблей, прежде чем убить всех солдат, находящихся на нем. Обычные солдаты не могут сравниться ни с ним, ни с викингами-берсерками, и вскоре король отправляется на главный корабль, чтобы встретиться лицом к лицу с Алексисом. Лучники окружают его и атакуют со всех сторон, а он отбивается, игнорируя все полученные повреждения. Он продолжает идти к Алексингу, сбивая солдат с ног, но затем они поражают его огромным гарпуном, нанося критический урон. Даже этого недостаточно, чтобы остановить этого абсолютного бойца. Он вынимает гарпун из своей груди, прежде чем подойти к своему врагу. Теперь все солдаты боятся даже нападать на него, а Алексис начинает плакать, видя его жалкое состояние. Солдаты окружают Алексиса и снова бросаются на короля викингов, но он просто отталкивает их в сторону. Волшебник, который был с Алексисом, в конце концов выходит вперед и бросает в викинга отравленные ножи, чтобы вывести его из строя. Воспользовавшись этим шансом, один солдат обезглавливает короля, но тот все равно продолжает идти вперед, хотя и не попадает в голову. В конце концов он падает, и кровь, хлынувшая из его тела, заливает весь корабль. Алексис чувствует слабость в коленях, когда видит это ужасное зрелище, и его волшебники поддерживают его, когда королевский герб разлетается вдребезги, а его хаотическая энергия начинает накапливаться. Он делает шаг вперед и собирает ее в себе. Вскоре после этого Салука наносит визит Мэриан, чтобы сказать ей, что после поражения короля викингов три силы, а именно Альянс, Уния и Мирный договор, равны друг другу. Она хочет заключить перемирие между Альянсом и Конфедерацией, но Мириам отказывается от ее предложения, утверждая, что Альянс все еще сильнее. И она готова противостоять каждому по-своему. Я все еще принимаю ее решение, но все же предупреждаю ее, что ссориться друг с другом – неразумный шаг, поскольку именно этого хочет их истинный враг. Мэриан спрашивает ее, о чем она говорит, и Сиуга говорит ей, что Академия волшебников, вероятно, является корнем всего зла. У нее нет доказательств, но она верит, что именно они вызвали демона во время Великой свадебной трагедии. Марион говорит, что они узнают правду после окончания битвы. И когда Силика начинает уходить, она спрашивает ее, что они сказали Алексису, чтобы заставить его присоединиться к битве. Кремни отвечает, что Алексис хочет помешать ей встать на путь насилия, так как в конечном итоге это только навредит. Марион срывается, услышав это, и заявляет, что она не остановится после стольких жертв. А Кремни отвечает, что и Тео, и Алексис готовы остановить ее, прежде чем извиниться. Марион приказывает ВТО собрать всех дворян Альянса.
потому что она планирует начать полномасштабную войну против договора в Союзе. Когда он уходит, она начинает дрожать от страха, предвкушая грядущую ужасную войну, но затем она теряет решимость довести дело до конца. Союзники Теона заблаговременно добрались до места будущего боя и уже начали готовиться. Они проводят совещание, и Салука объявляет, что армия Марион скоро прибудет на место, и по ее оценкам их будет меньше 40. Силы Союза тоже приближаются. Но это займет некоторое время. Дворяне обеспокоены тем, что вначале им придется столкнуться с Альянсом в одиночку, но Тео уверяет их, что беспокоиться не о чем. Он предполагает, что им не нужно проявлять агрессию и лучше всего просто держать оборону до прибытия Союза. Делай. Вскоре Мэриан прибудет на поле битвы со своей армией и прикажет начать атаку. Ее союзники атакуют и скачут верхом на гигантских магических зверях, чтобы прорваться сквозь вражеские ряды, и Селевк замечает, что они приближаются к ним. Она знает, что это должно быть стратегией ее отца, но на этот раз она готова перехитрить его. Лучники договора атакуют первого, но они не могут повредить бронированным магическим зверям и отступают, когда враги пересекают границу. Лучники на гигантских зверях начинают контратаковать, но их уничтожают благодаря башням с мощными механизмами запуска стрел. Зверь приходит в ярость, когда его пронзают стрелы, и разрушает башню, прежде чем двинуться вперед. Там его ждет яма-ловушка, и зверь падает в нее, прежде чем солдаты добивают его градом стрел. Силы Альянса решают отступить, видя, что их величайшее оружие уничтожено, но Лазик атакует их сбоку. С другой стороны, брат Вилара приказывает лучникам атаковать врагов, и они оказываются побежденными. Марион понимает, что дела у них идут неважно, и узнает, что викинги не могут прислать им солдат, потому что неподалеку идет морское сражение. С ними имеет дело королева-мама, и она приказывает своим солдатам погрузить взрывчатку на лодке, чтобы напасть на викингов. Принц викингов приказывает своему флоту разойтись, но мамин волшебник увеличивает скорость лодок со взрывчаткой и заставляет их сталкиваться с кораблями викингов, что приводит к серии взрывов. Мощные взрывы, сотрясающие поле боя. Ласика и его людей отвели назад, чтобы они увидели это, и они потеряли бдительность, дав врагам преимущество. Марион думает, что это подходящий шанс для нее вступить в битву со своими основными силами, и в то же время Тео тоже готовится выйти на поле боя. Как только он выходит на поле боя, боевой дух его солдат взлетает до небес, и они следуют за своим героем и толкают его вперед. Враг отступил. С другой стороны, Мэриан и ее рыцари с плазменными арбалетами добираются до поля боя и начинают атаку. Тео приказывает своим солдатам защищаться от плазменных стрел, но они все равно получают большой урон. Затем две армии атакуют друг друга, в то время как остальные союзники Тео также вступают в бой. Лазик все еще косит вражеских рыцарей, в то время как Силика расправляется со многими волшебниками одновременно. А Шелла, как всегда, сеет хаос в Ирвейне вместе с близнецами, быстро уничтожая лучников Альянса. Битва продолжается, и силы обеих сторон равны. Силука блокирует целую серию плазменных стрел своей магией, но сейчас у нее заканчивается дыхание. Она снова пытается бороться, но падает, и Тео подхватывает ее, прежде чем она упадет. Поскольку ситуация выглядит безнадежной, появляется Алексис со своей армией, и солдаты Тео думают, что теперь они победят. Марион понимает, что им не победить их обоих, и приказывает своим войскам немедленно отступить. Тео решает уйти со второго поля боя и просит Силуку снова организовать встречу между тремя лидерами. Встреча происходит, и Марион не может смотреть Алексису в глаза, в то время как он не может перестать пялиться на нее. Тео тоже садится на свое место и говорит, что у него есть два предложения. Первое – это перемирие между тремя силами, но Марион говорит, что об этом не может быть и речи, потому что перемирие пойдет только на пользу их истинному врагу, который стоит за великой свадебной трагедией. Алексис понятия не имеет, о чем она говорит, и она объясняет, что их истинный враг – Академия волшебников. Именно они создали нынешнюю систему аристократии, и они всегда контролировали мир из тени. Алексис смотрит на своего волшебника, который отворачивается, потому что кажется ему что-то известно об этом. Марион утверждает, что дворяне всего лишь марионетки в руках Академии магии, и они используют их для того, чтобы эпоха хаоса никогда не заканчивалась. Тия отвечает, что это их шанс вырваться из-под их контроля, но она считает, что Академия не позволит им подписать контракт. Перемирие, и они сделают что-нибудь, чтобы остановить его. Это приводит к тому, что Тео выдвигает свое второе предложение, которое заключается в браке Мэриан и Алексиса. Он хочет, чтобы они объединили свои гербы, а затем он передаст им свой герб, что приведет к созданию императорского герба. Трагические влюбленные вздрагивают, услышав это, и Мэриан говорит Тео, что это никогда не сработает, потому что трагедия только повторится. Она знает, что Академия примет меры, как только гербы объединятся, и именно поэтому она все это время сражалась в одиночку, так что она их единственная цель. Она готова пожертвовать собой, чтобы заставить людей континента осознать, что Академия магии их истинный враг, чтобы кто-то мог исправить ситуацию в будущем. Тео заявляет, что у них сейчас есть лучший шанс все исправить, но Марион кричит, что она этого не примет. Когда
Когда он расспрашивает ее о причинах ее упрямства, она со слезами на глазах отвечает, что не хочет, чтобы Алексис была втянута в кровавую войну. Она просто хочет, чтобы он был в безопасности. Но он говорит, что не хочет ничего, кроме как сражаться на ее стороне. Алексис выводит ее на улицу и просит посмотреть на его армию, которая выстроена в форме цветка, похожего на тот, который он оставил возле ее комнаты в академии. Мария делает свой ход, и Алексис опускается перед ней на колени, прося ее стать его королевой. Она отворачивается, говоря, что не заслуживает его, потому что позволила Милзи забрать у нее карту. Алексису приятно это слышать, но он спрашивает Мэриан, была ли она влюблена в Милзу, когда совершала это преступление. Узнав, что у нее никогда не было чувств к принцу, он утверждает, что в этом случае нет никаких проблем. Алексис заявляет, что он все еще любит ее, несмотря ни на что, и хочет, чтобы она приняла его любовь. Мэрион плачет, говоря, что она ответственна за смерть тысяч людей и не имеет права быть счастливой, а он держит ее за руки и говорит, что ты тоже разделишь ее горе. Марианна застигнута врасплох, но она все еще сомневается, поэтому Тео решает рассказать, что они с Салукой тоже тайно поженились. Стилука взволнован тем, что он раскрыл их большой секрет таким образом, но она поддерживает своего мужчину, когда он объясняет, что люди, которые любят друг друга, должны оставаться вместе, несмотря ни на что. Он заявляет, что если мир не примет их историю любви, он изменит ее любой ценой. Марион наконец-то убедилась в этом и в последний раз спрашивает Алексиса, хочет ли он все еще жениться на ней. Он готов повторять свои слова столько, сколько ей нужно, и она начинает плакать, принимая его предложение. Они целуются, и их солдат радостно приветствует их. Позже Женя и Алексис говорят Тео, что они оба отдадут ему свой герб, так что именно он должен стать императором. Они верят, что он единственный человек, способный изменить мир, и Сиука советует ему принять это. Тео соглашается с их решением и говорит Сиуке передать это послание по всему континенту. Тем временем глава Академии магии узнал об объединении 3 благородных фракций и начал действовать. Он посылает наемных убийц за волшебниками, которые более лояльны к своей знати, чем к Академии, и расправляется с ними в темную. Пока он наблюдает за разрушениями, за его спиной появляется король вампиров Дмитрий. Лидер волшебников сообщает ему, что дворяне объединились, чтобы создать печать императора, и теперь Академия должна противостоять им в прямом бою, чтобы Агумат добился успеха. Он утверждает, что все это делается для того, чтобы исполнить желание их учителя, и король вампиров соглашается, исчезая. Когда Тео и Салука сидели на берегу озера, они получили сообщение от волшебника, на которого напали убийцы. Он передает это сообщение всем волшебникам на континенте, чтобы сообщить им, что Академия находится в движении. Они заявили о своем намерении атаковать всех волшебников, лояльных знати. И скоро они начнут войну с самими дворянами. Волшебник велит всем сломать свои волшебные палочки, потому что Академия следит за ними и предупреждает их остерегаться темной природы Академии. Тео и другие лидеры немедленно созывают собрание, чтобы сообщить знати об объявлении войны Академии магии. Силика утверждает, что Академия магии не допустит создания императорского герба любой ценой, и их единственный выбор – сражаться с ними. Затем она объявляет о плане объединения Альянса, Унии и Договора в имперскую армию, которая двинется к Академии магии. Все рады это слышать, но Тия предупреждает их, что битва будет жестче, чем когда-либо, и те, кто не хочет сражаться, должны быть готовы к ней. Вы можете уйти прямо сейчас. У дворян нет никаких сомнений в том, что они присоединятся к битве, но королева Монте спрашивает волшебников о том, что они собираются делать. Все волшебники утверждают, что они верны своим хозяевам, и они ни за что не покинут их, но волшебник Алекса заявляет, что он это сделает, встань на сторону Академии. Он просит разрешения расторгнуть контракт и уйти, что он ему и дает. Волшебник уходит вместе с другими людьми, которые не хотят участвовать в войне, и Селука благодарит всех, кто остается. Затем она говорит всем волшебникам сломать свои палочки, потому что Академия может выследить их и шпионить за ними через них. Волшебники знают, что это значительно затруднит им использование магии, но они следуют примеру Селуки и разбивают свои палочки, чтобы доказать, что они готовы сражаться против Академии. Позже Селука сядет со своим отцом, чтобы обсудить их стратегию на предстоящую войну. Значительное количество дворян и волшебников покинуло их, и они понимают, что битва будет действительно трудной. Силика считает, что невозможность общаться на поле боя без своих волшебных палочек будет большой неудачей. Но Аббас говорит ей найти способ общаться, потому что сейчас она предводительница всех волшебников в имперской армии. Она счастлива слышать, что ее отец доверяет ей и отмечает, что они впервые работают вместе. Внезапно в палатку заходит Ахилла, и ее настроение портится, когда она видит Абюста. Силья говорит ей присоединиться к собранию и пытается заставить ее простить своего отца за попытку убить ее, но Ахилла не хочет этого делать. Силика думает о старых временах, когда она нарушила правила Академии, освободив кота-демона из зоопарка, и кошка выходит, как только слышит,
слышит, что его зовут по имени. Ашела говорит, что она не могла поверить, что директор Академии магии был так непреклонен в своем намерении убить ее в тот день. И Абуст решил поддержать его вместо того, чтобы защищать свою дочь. И все же Лука благодарит Аселлу за то, что она забрала ее из Академии в тот день, даже пожертвовав ради нее своей карьерой волшебника. Ашелла утверждает, что Альбус должен был так поступить, потому что он ее приемный отец, и спрашивает его, что он о них думает. Он отвечает, что гордится ими обоими и что они обе его дочери. Когда Салука обнимает его, Айшела может солить только потому, что ее выгнали из семьи, когда она не смогла стать волшебницей. С этими словами они расходятся по своим палаткам, а Салука возвращается к работе. Она засыпает, думая о том, как здорово было снова провести время со своей семьей, когда она исцеляет Шилу, зовущую ее по имени. Она выходит на улицу, чтобы спросить, чего она хочет, но Эшела внезапно нападает на нее. К счастью, Ирвин был начеку и защитил Селуку от вреда. Селука спрашивает свою подругу, зачем она это делает, и та с ужасом осознает, что все это время работала в Академии магии. Эшель признается, что была шпионом Академии, и рассказывает, что она сообщала Академии о каждом своем действии. Присцилла тоже приходит туда, услышав шум, и Салуга рад, что она в безопасности. Ахелла утверждает, что ей не приказывали убивать ее. Тео тоже проснулся и зовет всех в дом, чтобы спокойно поговорить обо всем. Ахелла связана, и когда Тео просит ее все объяснить, она рассказывает ему об организации, на которую она работает, которая приказала ей убить Силуку и ее хозяина. Она утверждает, что просто пыталась это сделать и потерпела неудачу, но Тео знает, что она потерпела неудачу намеренно. Он говорит, что ей следовало просто проигнорировать приказ, если она все равно собиралась все испортить, и Ашела показывает магический круг у себя на груди, который остановит ее сердце, если она это сделает. Не подчиняется ее приказам. Внезапно магический круг начинает действовать, и она стонет от боли. Когда Тео и Ирвин освобождают ее, Салука ищет свою волшебную палочку, чтобы развеять магический круг, но понимает, что сама его разрушила. Она впадает в панику, думая, что Эшелла умрет, потому что она не смогла ее убить. Она обнимает ее, плача, но потом Присцилла встает и заявляет, что не даст ей умереть. Она использует свой герб Святого Грааля и вливает свою энергию в магический круг Эшеллы, очищая его. Присцилла падает в обморок, а Селука обнимает ее и благодарит. Эшелла благодарит ее за спасение своей жизни, но затем замечает, что из-за этого она потеряла свои сверхспособности, и теперь она не сможет, чтобы сражаться на войне. Она говорит, что ее должны казнить за попытку покушения на императора, но Тия отвечает, что ее попытка не считается. Затем он просит ее рассказать все о своей тайной организации. Эшелла рассказывает ему, что именно они попросили черную ведьму Яну вызвать повелителя демонов во время Великой свадебной трагедии. Их организация стремится контролировать хаос и помешать дворянам уничтожить его, потому что тогда и гербы, и магические силы перестанут существовать. Она утверждает, что они работали над основополагающим принципом Академии магии и устраняли любого дворянина, который был близок к тому, чтобы стать императором. Сильва не может понять, почему Академия магии так усердно пытается сохранить хаос, и считает, что просто потеря магических сил недостаточно веская причина. Эшелла говорит, что этого достаточно, чтобы привлечь на свою сторону многих лордов и сверхлюдей. Как раз в этот момент в палатку врывается солдат и сообщает Тео, что многие дворяне и сверхлюди начали бесчинствовать в имперской армии. Он понимает, что они также являются сторонниками тайной организации, и решает немедленно взять ситуацию в свои руки. Аселла тоже хочет помочь, но Лука обнимает ее сзади, и Тео решает дать им возможность высказать свои чувства наедине. Тем временем неистовые дворяне и сверхлюди потерпели поражение в битве, которая длилась всю ночь. Пока лидеры наблюдают за павшими солдатами и дворянами, Тео задается вопросом, действительно ли крест императора представляет такую угрозу для Академии магии, что они пойдут на такие меры. Алексис тоже хочет знать ответ, но Марион считает, что прямо сейчас им следует сосредоточиться на разгроме Академии магии. Аббас считает, что они еще не готовы сражаться с ними, но Тео считает, что у них нет другого выбора. Он утверждает, что у них есть поддержка масс, и приказывает своим войскам выступить к Академии как можно скорее. Тем временем церковь тоже решила присоединиться к войне. Папа Римский позер заявляет, что все дворяне бесполезны, и они только и делают, что продолжают воевать друг с другом. Он ненавидит Тео больше всего, так как он является лидером дворян, и он объявляет ему священную войну. По иронии судьбы, он использует свой герб для создания гигантского флага и благословляет своих подчиненных так же, как это делает Тео. Армия церкви вскоре добирается до группы Тео, и все удивляются, почему они вдруг ополчились против них. Тео считает, что церковь должно быть связано с Академией магии, потому что они выбрали слишком подозрительное время и не дают им добраться до Академии. Аббас выяснил, что армия церкви насчитывает всего несколько тысяч солдат и наемников, но у них огромное количество последователей. В основном это женщины, дети и пожилые люди. Тебализм хочет причинить вред невинным гражданским лицам, и Лассик вызвался совершить это грязное дело от его имени. Присцилла внезапно заявляет, что нет необходимости воевать, потому что на это нет Божьей воли. Она хочет встретиться с Папой Римским, чтобы убедить его остановиться, но Тео считает, что это слишком опасно. Он считает, что Папа Римский нападет на нее, потому что она является истинной владелицей Святого Грааля, но Присцилла утверждает, что она должна поговорить с ним и выполнить свой долг. Силика согласна с Присциллой и считает, что они
должны позволить ей поговорить с Папой Римским, потому что армия церкви рано или поздно нападет на них. И будет лучше, если они смогут предотвратить это. Тео не хочет отпускать ее одну навстречу опасности, и Салуга вызвалась пойти с ней. Тем временем Папа Римский проводит совещание со своими командирами, которые считают, что моральный дух их последователей невысок, потому что они не решаются сражаться с Тео, которого считают героем. Кроме того, поскольку Присцилла служит ему, многие люди склонны поддерживать Тео. Папа Римский хочет знать, смогут ли они победить, а его командиры считают, что это будет невозможно. Однако они даже не хотят побеждать. Один человек утверждает, что они могут позволить, чтобы их последователи были убиты имперской армией, и это, несомненно, подорвет репутацию Тео. Папе Римскому понравилась его идея, и он приказал им атаковать имперскую армию вместе со своими последователями на следующий день. С другой стороны, Тео желает Сууке и Присцилле удачи, поскольку они отправляются на переговоры о мире с Папой Римским. Сиука сейчас пользуется метлой, которую она получила от белых ведьм, чтобы лучше использовать свою магию. Эшелла и Ирвин также сопровождают их в качестве охранников, и Тео говорит им всем вернуться живыми. С этими словами они уходят и вскоре добираются до лагеря церкви. Папа Римский самодовольно ждет их, и Сиука сообщает ему, что Тео не хочет с ним драться и что его единственная цель – уничтожить Академию магии. Папа Римский говорит, что готов принять это, но он хочет, чтобы Тео передал ему все гербы имперской армии, поскольку он верит, что эти гербы принадлежат Богу. Он утверждает, что любой, кто завладеет гербами, будет наказан, а Силика отвечает, что они не планируют этого делать. Она заявляет, что церковь и имперская армия преследуют одну и ту же цель – устранить хаос, объединив все гербы. Последователи начинают верить ей, что повергает Папу Римского и его людей в панику. Они обвиняют ее в том, что она вводит в заблуждение их последователей, но затем Присцилла выходит вперед, чтобы поддержать то, что только что сказал Тео. Когда она показывает свое лицо, Папа Римский начинает обливаться потом, потому что он знает, что она настоящая. Присцилла говорит собравшимся, что Тео действительно хочет принести мир для всех, и он готов поддержать церковь в этом. Она утверждает, что основатель церкви ясно дал понять, что они не должны пытаться навязывать свои религиозные убеждения кому бы то ни было, и толпа считает, что она права. Когда импульс смещается в ее сторону, Присцилла показывает свой герб, и увидев его, последователи церкви понимают, что это не так. Истинный святой Грааль. Они тронуты до слез и склоняются перед ней, признавая ее своим лидером. Присцилла говорит им, что Тео единственный, кто может принести мир на континент, и просит всех поддержать его. Пока папа все еще находится в оцепенении, один из его командиров говорит ему взять себя в руки, потому что такими темпами девочка займет его место. Он спрашивает, что ему следует делать, и командир говорит ему убить ее и заставить ее герб превратиться в его страх перед энергией хаоса, поскольку это подорвет веру общественности в нее. Папа Римский начинает аплодировать, подходя к Присцилле, но Ирвин и Айселла уже догадались о его намерениях. Папа Римский заявляет, что поможет Тео в его деле и просит Присциллу оказать ему поддержку. Она смотрит на него безжизненными глазами, прекрасно понимая, что ее ждет. Папа достает нож, и когда Ирвин бросается, чтобы остановить его, Присцилла приказывает ему остановиться острым взглядом. Она позволяет папе притвориться, что он обнимает ее, и он наносит ей удар ножом. Все впадают в панику, когда Присцилла падает, и папа приказывает своим солдатам арестовать Силуку, одновременно объявляя Присциллу еретичкой. Эшелла теряет самообладание и нападает на рыцарей, но Силука останавливает ее, потому что, если она убьет Папу Римского, войны с церковью избежать будет невозможно. Папа Римский заявляет, что священный герб Присциллы – подделка и после ее смерти превратится в сферу хаоса. Силика отвечает, что это закон природы, но Присцилла говорит ей, чтобы она не грустила. Она утверждает, что это был ее истинный долг, который она должна была выполнить, и когда она умирает, вместо хаоса из ее тела высвобождается божественная энергия. Силука падает на колени, видя, как умирает ее подруга, и когда солдаты церкви достают свои мечи. Она встает и обращается к последователям, спрашивая их, не видели ли они только что греха, совершенного их папой. Она обвиняет его в том, что он самозванец, и Папа Римский приказывает своим солдатам напасть на них. Ацелла бросается вперед и убивает атакующих солдат, а Ирвин присоединяется к ней. Они с легкостью побеждают всех солдат, и тогда герб Присциллы начинает светиться еще ярче, вместо того, чтобы превратиться в сферу хаоса. Последователи восклицают, что это действительно так, и даже Папа Римский понимает, что совершил самую большую ошибку в своей жизни, убив ее. Командир велит ей поглотить крест-салат и стать обладательницей истинного святого Грааля, чтобы быть полезной секретной организации. Но с Папы Римского уже достаточно, и он приказывает ему вместо этого убить. Когда командир собирается сразить его, Ирвин прибывает на место происшествия и спасает его, чтобы использовать позже. Командир убегает, а Сиука останавливает Ирвина от преследования, так как это бесполезно. Вместо этого она просит его позвать сюда Тео. Он уходит, и тогда Папа Римский падает на колени. Сиука обращается к своим последователям и говорит им, что все, что сказала Присцилла, было правдой, и Тео станет тем, кто объединит все гербы. Когда Тео получает известие о смерти Присциллы, он плачет и приходит в ярость, понимая, что она знала, что должна была умереть.
чтобы обратить последователей церкви Ка на его стороне. Затем он направляется к основанию церкви вместе с Лассиком, Ирвином и близнецами. Его сердце все еще разбито из-за потери Присциллы, и Лассик говорит ему, что многие из их союзников погибнут в войне против Академии магии, но он должен остаться в живых как император. Тео вскоре добирается до церкви, оплакивает Присциллу, прежде чем принять ее Святой Грааль. Когда он собирает Святой Грааль внутри себя, он слышит ее голос, просящий его принести мир на землю и позволить всем жить счастливо. Затем Силука говорит всем, что теперь Тео является владельцем Святого Грааля и истинным представителем их бога, и все клянутся ему в верности. Затем он замечает Папу Римского и просит Силуку допросить его самостоятельно, потому что он даже не хочет видеть его лицо. С этими словами Тео поднимает тело Присциллы и направляется к своему лагерю. В Академии магии директор разговаривает со своим боссом, таинственной женщиной по имени Пандора, которая говорит ему, что он не должен позволить эре Хаоса закончиться, потому что это приведет к концу света. Король вампиров также появляется незадолго до того, как слуга сообщает им, что имперская армия прибыла за пределы города. Директор приказывает немедленно выпустить самое страшное оружие в их арсенале, и даже слуга приходит в ужас от этого. Выйдя на улицу, Тео осматривает Академию магии, которая представляет собой не что иное, как крепость. Он помнит о жертве Присциллы и клянется, что не допустит, чтобы она пропала даром. Он приказывает королеве Мамочке и Алексису возглавить армию на фронте и говорит Лассеку, что он его главный козырь в этой битве, поэтому он должен терпеливо ждать своей очереди. Тео приказывает своей армии атаковать, но прежде чем они успевают это сделать, из Академии магии скатывается гигантский магический кристалл. Волшебник Лассика бросает на него один взгляд и узнает в нем легендарного одноглазого монстра по имени Циклоп, который почти уничтожил Академию магии вместе со своим племенем в прошлое. Им удалось запечатать его после многочисленных жертвоприношений и проведения над ним множества экспериментов. Волшебники Академии окружают магический кристалл и снимают печать с Циклопа. Когда монстр освобождается, он разбивает свои цепи и убивает волшебников, которые только что освободили его. Лассик начинает дрожать от смеси возбуждения и страха и спрашивает своего волшебника, как они могут победить Циклопа. Волшебник говорит, что это будет равносильно самоубийству, но Лассик советует ему найти способ. Он рассказывает, что в прошлом волшебники победили его, используя гигантскую линзу, чтобы выжечь ему глаз. И Лассик напоминает ему, что он тоже является экспертом в использовании магии, основанной на свете. Волшебник вздыхает, принимая приказ своего хозяина, и говорит, что они должны победить Циклопа сами. Сообщение доходит до Тео, и хотя Силика думает, что это не очень хорошая идея, он знает, что Лазик не остановится, даже если он попросит его об этом. Силика замечает, что Лассик один из их сильнейших воинов, и он нужен им, чтобы выиграть войну, и Тия отвечает, что именно поэтому они не смогут помешать ему сразиться с Циклопом. Тем временем Лассик возглавляет небольшую группу, преследующую монстра, и вызвался отвлечь его, пока они готовят способ борьбы с ним. Он утверждает, что его учитель Тео сделал возможными чудеса и стал императором, и теперь его очередь доказать, что он достоин служить ему. Монстр замечает его, и Ласк бросается на него с двумя своими солдатами-сверхлюдьми. Они рассеивают и отвлекают его, в то время как волшебник произносит заклинание, чтобы сконцентрировать мощный луч света. Ласк зачаровывает свой меч своим гербом и, отбросив щит, бросается к Циклопу и наносит ему глубокий удар по ноге. Монстр приходит в ярость и гонится за ним, но лучник стреляет ему в глаз, чтобы остановить его. Стрелы не могут попасть в глаз, но Лазик использует этот шанс, чтобы взобраться на тело монстра и прицелиться, чтобы проткнуть ему глаз. Циклот наносит ответный удар и отталкивает его, прежде чем сбить с ног обеими руками. Наемник с железным телом отталкивает Ласока подальше от опасности и принимает удар на себя. Циклоп схватил его и попытался съесть, но он еще больше укрепил свое тело, чтобы избежать каких-либо повреждений. Лазик нападает на него и отрубает ему один из пальцев на ноге, что еще больше злит Циклопа, и он валит наемника на землю и несколько раз бьет его. Внезапно волшебник говорит Лазику, что он готов. Лазик привлекает внимание монстра и бросает свой меч, чтобы отвлечь его, одновременно подавая своему волшебнику сигнал к атаке. Он стреляет мощным лазером в глаз монстра, надолго ослепляя его и повергая на землю. Затем Лазик садится на коня и зачаровывает свое копье своим гребнем, прежде чем вскарабкаться на монстра и ударить его в грудь со всей силы. Он мощным ударом вонзает свое копье внутрь и убивает гигантского монстра. Волшебник подбегает к измученному Ласоку, который тут же бросается к железному телу. Они обнаруживают, что его сердце остановилось, и начинают оплакивать его, но лучник нежно похлопывает его по плечу, и железное тело сбрасывает маску с сердца и снова встает. Волшебник очень рад видеть его живым, и он объясняет, что его сердце и легкие останавливаются, когда он поворачивается, чтобы украсть. Больше всего на свете он беспокоится о циклопах и узнает, что Лазик победил их. Имперская армия приветствует Лазика, называя его истребителем гигантов, и решает объединиться с ними. Ночью захват Академии магии начинается с того, что Алекс командует солдатами. Силика возглавляет волшебников и стреляет огненными шарами, чтобы осветить им путь, в то время как армия марширует вперед в полной боевой готовности. Солдаты Академии обстреливают их из пушек, но им удается разрушить только фиктивные башни. Имперская армия придерживается стратегии «бей и убегай», быстро атакуя и отступая,
Джедая, чтобы уничтожить войска Академии, прежде чем дать им шанс атаковать. Марион ведет своих рыцарей с плазменными арбалетами, и они атакуют Академию, разрушая ее стены. Капитан войск Академии приказывает своим людям продолжать стрелять из пушек и заставляет их продолжать, даже когда их стволы перегреваются. Пушки в конечном итоге взрываются, нанося огромный урон своим операторам. Тем временем солдаты имперской армии тайком перелезают через стену и атакуют врагов. Они приказывают капитану сдаться, и он подчиняется. После этого крепость падает, и сообщение доходит до директора Академии. Он считает, что даже если они будут уничтожены, нужно обязательно убить Тео, потому что после его смерти дворяне снова разделятся и эра хаоса продолжится. Тем временем Тео почтит минутой молчания память всех своих солдат, погибших в битве, прежде чем отдать приказ о захвате города. Он тоже хочет присоединиться к битве, но Сильва говорит ему, что он нужен всем, чтобы быть в безопасности и выиграть битву, и он это очень хорошо знает. Внезапно Тео и Салука оказываются в лесу Вечной Тьмы. Гадая, что происходит, Салука смотрит на Красную Луну и понимает, что их привел сюда король вампиров Дмитрий. К счастью, рядом с ними находятся Ирвин, Эшелла и близнецы, и они вместе отправляются в замок короля вампиров. Дмитрий приветствует их жутким выступлением на фортепиано и осыпанием лепестками роз. Затем он начинает свою лекцию о том, как в эпоху абсолютного хаоса все вместе боролись за то, чтобы победить хаос. После того, как им это удалось и хаос исчез, люди начали воевать между собой. Дмитрий просит Тео подумать о том, что произойдет, если хаос исчезнет совсем, и он отвечает, что безусловно будет много войн, но это будет зависеть от людей грядущей эры. Король вампиров заявляет, что он не хочет наступления новой эры, потому что он не может выжить без хаоса. Именно поэтому он хочет победить Тео. Эшелла первая, кто подошел к нему, и она говорит ему, что даже без силы, дарованной ей хаосом, она может победить Тео. Будет защищать свою сестру. Она нападает на Дмитрия, но внезапно оказывается в другом месте, полном человеческих черепов. Женщины-оборотни нападают на него Макс, клянясь отомстить за свою мать, но он продолжает легко уворачиваться от них. Внезапно на место происшествия прибывает предводитель оборотней, и у него с собой гроб, в котором находится настоящее тело короля вампиров. Он заявляет, что Дмитрий, стоящий перед ними, всего лишь клон, и если они убьют настоящее тело, клон исчезнет. Дмитрий смеется, услышав это, и ведет их в свое измерение, где создает сотни клонов. Он смеется над Альфа-Волком, говоря ему, что даже без своего настоящего тела он выживет. Он не доверяет ему и пронзает настоящее тело короля вампиров, которое превращается в пепел и исчезает. Дмитрий называет его дураком, когда его клоны нападают на него, а лидер оборотней продолжает рубить их. Клоны нападают на всех подряд и высасывают их жизненную силу, просто прикоснувшись к ним. Они падают первыми, а затем Эшелла теряет бдительность, пытаясь защитить Сугу, и ее трогают клоны вампира. Херван следует за ней, и тогда остаются только 3 оборотня. Они уничтожают клонов Дмитрия, но он продолжает порождать их, как будто он Наруто. Братья-оборотни используют комбинированный прием, чтобы атаковать главного клона, но это было ужасной ошибкой, так как это дает Дмитрию шанс окружить их и поглотить их жизненную силу. Когда все остальные потерпели поражение, он подошел к Тео и Селевке и сказал им, что пора заканчивать игры. Он расширил свои владения и позволил всем погрузиться в море хаоса. Все теряют энергию, когда тонут, и Тео в последний раз обращается к Селука. Когда они касаются друг друга, активируется сила любви и заговорщическая броня, и хаос внезапно рассеивается. Они слышат голос Присциллы, которая говорит им, что с ними все будет хорошо, и Святой Грааль поднимается из тела Тео, сжигая вампира. Его иллюзия рассеивается, и все возвращаются в комнату, в которой были в начале. Тео понимает, что теперь Дмитрий больше не может создавать своих клонов, и пришло время напасть на него. Предводитель оборотней кусает его за шею, но вампир пронзает его своим острым ногтем, когда тот взлетает в небо. Близнецы нападают на него, разрывают ему руки и валят на землю. Теон заклинает свой меч нанести последний удар и пронзает Дмитрия прямо в сердце. Он взрывается, когда энергия хаоса в его теле выходит из-под контроля, и Тео отбрасывает в сторону. С ним все в порядке, но лидер оборотней погиб в бою, и его сестры оплакивают его. Один из клонов Дмитрия выжил, несмотря на то, что был слишком слаб и жалок. Тео позволил близнецам решить его судьбу, и они отпустили его, заявив, что он не был тем, кто убил их мать и брата, и они не хотели быть теми, кто был настолько слаб. Хаос, исходящий от их брата, проникает в их тела, и через несколько мгновений все возвращаются в Академию магии. Тео возглавляет свою армию и завоевывает Академгородок. Он входит в главный зал, рядом с ним только Салука, и спорит с директором Академии о своих мотивах остановить рождение ребенка. Императорский герб. Директор говорит ему прикоснуться к волшебной башне перед ним, чтобы узнать правду. Силука подозревает, что это ловушка,
ловушка, но Тео полон решимости рискнуть, и она решает присоединиться к нему. Они прикасаются к башне, которая внезапно отправляет их в царство теней. Пока они гадают, где они находятся, Пандора представляется им и просит не прекращать эпоху хаоса. Они спрашивают ее, почему они должны это делать, и она показывает им видение сверхразвитой цивилизации до наступления эры хаоса. И Тео и Селука в восторге от фантастического зрелища, и они думают, что однажды смогут достичь этого уровня, если эпоха хаоса наступит. О конце хаоса. Однако Пандора говорит им, что цивилизация, которую они видят прямо сейчас, это суперфутуристическая Земля. Люди достигают огромной мощи с помощью технологий, но они используют их для разрушения и уничтожают планеты из-за военных действий. Пандора утверждает, что для того, чтобы помешать людям достичь господства над конечной энергией, превосходящей даже ядерную, было решено распространить хаос по всему миру, чтобы цивилизация никогда не смогла развиться дальше определенного уровня. Точка зрения. Таким образом, она верит, что Земля не будет уничтожена, и Тео не рад слышать ее доводы. Пандора исчезает, повторяя свое послание о том, что они не должны позволить эре хаоса закончиться. Тео и Салука снова оказываются в зале, а затем директор говорит им, что именно по этой причине Академия магии хочет предотвратить формирование герба императора. Тео говорит ему, что ты знаешь, что мир может быть разрушен в отдаленном будущем из-за развития технологий, и он больше не может позволить, чтобы люди, живущие сегодня, приносились в жертву хаосу. Тем не менее, он хочет положить конец эпохе хаоса, и Сулукра поддерживает его. Директор получил ответ на свой вопрос, и он заканчивает свою жизнь, выпив яд. Тео отдает дань уважения, а затем созывает Алексис, Мэриан и остальных своих союзников вместе. Вскоре после этого город до краев заполняется солдатами и людьми, которым не терпится увидеть коронацию Тео в качестве первого императора. Он обращается к людям, говоря им, что вы будете стремиться к миру и процветанию для всех. Он просит всех дворян представить ему свои гербы и клянется положить конец эпохи хаоса, как только он создаст герб императора. 3 года спустя, после того, как Тео принес мир на весь континент, наконец-то настал долгожданный день. Он женится на Селевке, а Алексис и Марион тоже вот-вот встретят свой счастливый конец. Свадебная церемония прошла без проблем, и все празднуют союз своих героев. После этого Тео собирает все гербы и, наконец, создает герб императора. Как только он формируется, демонический код Селевки исчезает, а вместе с ним и хаос по всему миру. Мир становится мирным без хаоса и магии, и вскоре Тео покидает свой трон и коронует Алексиса в качестве прически. Затем он возвращается в Систинию вместе с Селукой и правит родиной, ради которой он начал свое путешествие, и с тех пор живет счастливо.